Филолог, который не прикасался к физике уже 15 лет. Физика для меня — это списать из ГДЗ домашнее задание и не понимая вообще значения этих слов. Называется закон Снеллиуса. Что-то из Гарри Поттера. Да. Подожди, это так. Извините. Он, кстати, известен из теорем Пифагора. Пифагоровые штаны во все стороны равные. Нет, там сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Ох, божечки, а теперь я такое решать буду? Да, вот теперь будешь решать ты. Ну, на этом мои полномочия все. Это все, что нужно знать, чтобы решать задачи на эту тему в ЕГЭ. Господи, я усложнила все просто каким-то страшным образом. Все гораздо проще. Да, все гораздо проще. Так, ты же не хочешь сказать, что это задача из ЕГЭ? Это задача из ЕГЭ, тестовой части. Вот это задача из ЕГЭ? Да. То есть вот эта часть, она вообще элементарная? Да. Здесь везде есть логика. А давай я тебе скажу, откуда эта задача. Откуда? Была в 2011 году на региональном этапе 11 класса. На ВСОЖ? Это Да. задача ВСОЖ? Регион. И вот потом мне эти дети будут рассказывать, что они сочинения не могут написать. Большой всем привет! С вами Глеб Орел, олимпиадный препод по физике. И в этом видео вы увидите, как сейчас, буквально за час-полтора, филолог, который не прикасался к физике уже 15 лет, Анастасия Бычкова, научится решать задачи уровня ЕГЭ, а может быть даже выше, узнаете под конец, по законам преломления и отражения. Давайте представим нашу Настю. Всем привет, ребята! В том, как меня представил Глеб, я вижу реальное отражение дел. Да, в физике я абсолютно, ну как бы это сказать, покрасивее дуб дубом. А на самом деле, когда-то, в классе в 7, когда физика только появилась в школьной программе, мне она очень нравилась. Физика, и я вот любила ее в 7 классе, по-моему, даже в 8. Но учитель в школе категорически не хотел ставить мне пятерки, ко всему придирался и плохо объяснял. И в итоге к 8 классу я потеряла интерес к физике, а значит, уже действительно лет 15 или 16 физика для меня — это списать из ГДЗ домашнее задание и не понимая вообще значения этих слов. Так что посмотрим, чем закончится эта встреча. Да, мы сейчас это и узнаем. Поэтому план будет такой. Сейчас я рассказываю теорию, затем Настя решит некоторые тестовые задачки, чтобы закрепить эту теорию, после чего я ей отрешаю уже 2 хорошие такие задачки с уровня ЕГЭ, и после этого мы проверим, насколько наша Настенька прокачалась в физике. Так что давайте начинать. И тут пара-бабам, папам, или я не помню, какая у меня там заставка. Пара-бабам, папам, пара-бабам, папам, пам. Хорошо, тогда давай приступать. И вначале я, наверное, тебе буквально пару слов скажу про математику. Да, вот здесь вот в маленьком углу. Все-таки нам это потребуется. Смотри, я думаю, ты уже можешь представить, что такое прямоугольный треугольник. Это все-таки тот треугольник, у которого есть один прямой угол. И, например, мы можем посмотреть за некоторым углом альфа. Напомни мне, как будут называться вот эти вот стороны. Знаешь, не знаешь? Катеты. Катеты, верно. А там гипотенуза. Верно, да. То есть С это будет гипотенуза, А это будет катет. Причем для угла альфа, видишь, он лежит напротив угла альфа, поэтому называется противолежащий катет. А Б лежит при угле альфа, поэтому прилежащий катет. То есть лежит при альфе. Тогда определение синуса, оно звучит так. Это отношение противолежащего катета, то есть А к гипотенузе. Все, что против, к гипотенузе. Логично. Синус. Это синус. А косинус, наоборот, это прилежащий катет к гипотенузе, то есть B к C. Но самое главное, нам нужно будет запомнить, это синус, потому что в дальнейшем, как ты видишь, у нас синусов будет здесь навалом. Вот, и поэтому давай сразу же здесь скажу некоторое важное такое свойство в случае синусов. Смотри, давай мы с тобой рассмотрим 2 прямоугольных треугольника, у которых гипотенуза одна и та же. Можем представить? Но катеты разные. То есть здесь у меня катет А1, видишь, он подлиннее будет, чем катет А2. То есть А1 больше, чем А2. Что тогда? Тогда синус угла альфа-1 как у меня будет выражаться? А1 к С. Да, будет А1 к С. Отлично. А синус альфа-2? А2 к С. А2 к С. Классно, да. Видишь, уже у нас есть первый прорыв. И что получается? Так как С маленькая у нас везде одинаково, то ты видишь, что у тебя синус, он зависит чисто от А. И получается, так как А1 больше, чем А2, то скажи мне, синус альфа-1 и синус альфа-2 как соотносятся? Кто из них больше? Ну, получается, синус А1
должно быть. Да, синус альфа-1 должен быть больше, чем синус альфа-2. А, да, альфа, да, альфа. Да, это буковка альфа, это буковка А. Ну вот мы с тобой получили главное свойство, что если у тебя синус альфа-1 больше, чем синус альфа-2, то давай посмотрим. У тебя получается уголочек альфа-1 больше, чем уголочек альфа-2. Это наше главное свойство того, что чем больше синус, тем больше будет угол. Чем больше синус, тем больше угол. Да, себе запомнили. То есть эта вещь больше, значит и внутренняя часть больше. Все, logical. Поэтому с точки зрения математики на этом все. Дальнейшая математика у нас с тобой будет изучаться уже по мере разных задачек. А вот теперь давай приступим к самому главному. Это к оптике. И сейчас мы с тобой будем анализировать то, как себя ведут падающие лучи. То есть ты же можешь представить некоторый лучик света. Фонарик включил, опа, лучик света пошел. И вот нас будет интересовать, как он будет себя вести при падении на какую-то границу разных сред. Как мы можем, в свою очередь, характеризовывать эти среды? То есть как мы можем понять, что это среда 1, а это среда 2? Здесь вводится такое понятие, как n. Абсолютный показатель преломления нашей среды. То есть для этой среды вводится показатель преломления n1, а для этой среды n2. Я уверен, у тебя возник вопрос, а что это за буковки? Как они, в свою очередь, соотносятся? Главный смысл n следующий. Он показывает, во сколько раз у тебя скорость света, то есть скорость распространения этого луча в вакууме, где вообще ничего нет, больше, чем скорость распространения в этой среде. Потому что в зависимости от разных сред, то есть, например, в воздухе, либо в водичке, скорость распространения нашего луча, она разная. Можно вопрос? Да. Значит, смотри, вот это у нас вода. Да, есть водичка. Вот здесь воздух. Да. Мы запускаем луч, Да. и он в какой-то точке, допустим, вот в этой точке, касается воды, с водой он соприкасается по одному, это среда N1 условно, а с воздухом он отражается в воздухе по-другому, это будет N2. Правильно я поняла? Сейчас про отражение и все остальное мы чуть позже скажем. Просто чтобы понять, N1 и N2 это вода и воздух, как луч ведет себя на воде и в воздухе. N1 и N2 характеризуют то, как быстро двигается твой лучик, то есть как быстро он распространяется в воздухе и в воде. И это получается, у тебя первая среда это воздух, вторая среда это вода. N1 воздух, да. N2 Потому что потом мы с тобой поймем, что оказывается, например, в воде у тебя скорость она будет в разы меньше, чем в воздухе. Но это легко объяснить, потому что у тебя водичка все-таки очень плотная вещь, у тебя много разных молекул, они мешают распространению воздуха. А в вакууме быстрее всего, по Да, идее. потому что ему никто не мешает. У тебя лучик, и все, ему никто не мешает, никто не препятствует. А в воде разные молекулы его толкают и так далее. Получается, в воздухе тоже. Да, но в воздухе, как ты потом узнаешь, все-таки не так плотно все молекулы распределены, поэтому, конечно, быстрее будет в воздухе, чем в водичке. Логично? Вот, и как раз этим и будет характеризовываться наш абсолютный показатель преломления n. Поэтому мы с тобой видим это отношение скорости света в вакууме, где ему вообще никто не препятствует, к скорости света в нашей среде. Поэтому получается, что, например, давай рассмотрим некоторый примерчик. У нас есть среда вакуум, здесь единица. То есть у тебя c к v равняется единице. Это что обозначает? Это обозначает, что v равняется c. Верно? То есть получается скорость света в вакууме. А здесь c, деленное на v, будет 4/3 в воде. Это обозначает, что скорость в воде, она в 4/3 раза меньше, чем в вакууме. Но это в 1,33 меньше, чем в вакууме. У воздуха здесь будет 1,1. Поэтому в дальнейшем, я тебе так скажу, мы будем примерно считать как единицу. То есть воздух это примерно как вакуум. То есть эти молекулы в воздухе, они даже вообще не мешают нашему свету, который будет распространяться. Вот. Поняли, как мы, в свою очередь, будем характеризовать наши среды? Вроде да. Ну и потом я еще скажу, что чем n больше, то есть чем показатель преломления больше, тем среда плотнее. Ну, это же легко понять. Смотри, у тебя вода, она плотная среда, и в ней скорость становится меньше, в 4/3 раза. То есть, чем плотнее, чем больше молекул вот сконцентрировано в одном месте, тем сложнее препятствовать. То есть, чем выше плотность n, Да. тем ниже скорость в среде. Да. Ну, плотно, и поэтому тяжело лучу проходить сквозь как раз эту среду. Ну, вот. Хорошо, поэтому про более плотную, менее плотную среду мы с тобой чуть позже как раз и поговорим. Отлично, поняли, есть среда 1, есть среда 2. Например, воздух, вода. И вот у нас с тобой есть лучик, который будет падать на эту границу раздела. То есть как раз вот озеро, с воздуха у нас падает этот лучик. Что тогда? Тогда этот лучик мы с тобой будем как называть? Падающим лучом. Ну, потому что он падает как раз на эту границу раздела.
И тогда можно будет взять и ввести такое понятие, как угол падения. Важно, что угол падения – это угол, отсчитываемый от перпендикуляра к этой поверхности и между нашим падающим лучом. То есть вот этот уголочек – это уже не угол падения. Вот, от перпендикуляра. То есть вот у нас, например, лампа, падает свет сюда. Да. Здесь у нас перпендикуляр. Да. И мы считаем вот этот Да. угол, Да. это угол падения. Да, это угол падения. Вот. Это получается и правда наш уголочек падения. И что там, и что потом происходит? Потом оказывается, что некоторая часть луча у нас отражается вот этой границы раздела. И у нас тогда появляется отраженный лучик. Ну, он отразился, значит отраженный лучик. Поэтому мы здесь его и подписали. И в этом случае мы тогда вводим еще уголочек между перпендикуляром и отраженным лучом. Как он будет называться? Получается угол отражения. Вот. Но самое, что интересное, при определенных углах альфа у нас не весь лучик будет отражаться, а вот на самом деле его большая часть, она будет идти дальше. То есть она пройдет сквозь границу раздела. И тогда этот лучик будет называться преломленным лучом. То есть здесь падающий упал, отразился, отраженный, и здесь он преломился, преломленный лучик. И тогда здесь также будет вводиться уголочек между преломленным лучом и перпендикуляром. То есть, видишь, все между перпендикуляром мы высчитываем. Это будет угол преломления в этой ситуации. Вот. Да. И тогда давай как раз-таки скажем про некоторые основные законы отражения и преломления. Сначала поговорим про отражение, как раз-таки про эти два луча. Первый закон, он просто будет говорить следующее, что у тебя падающий лучик, вот этот перпендикуляр, и отраженный лучик, они лежат в одной плоскости, то есть в плоскости этой доски. То есть у тебя как бы этот закон говорит, что отраженный лучик не пойдет вот сюда. То есть если они в одной плоскости, а отраженный лучик не пойдет сюда, он пойдет в этой плоскости. Поэтому я в доске это изобразил. Это именно плоскость, не среда, да? Про среду мы сейчас Да, не это говорим. просто плоскость, как раз вот плоскость доски. А второй самый главный закон, я уверен, что его ты когда-то уже слышала, что угол падения равен углу отражения. Я уверен, что ты это слышала 100%. Там в 8 классе и так далее. Я, честно скажу, мне всегда мама с детства говорила, но ведь угол падения равен углу отражения, поэтому в бильярде пойдет шарик туда. Я такой, Так вот где физика нужна. Да. В бильярде. Да, у меня даже есть один маленький такой красивый видеоролик про бильярд, где есть такое интересное свойство, когда у тебя соударяются два одинаковых шарика, то есть массы у них одинаковые, то если один покоится, другой на него налетает, то тот, который налетает, он остановится, а второй полетит с такой же скоростью. Это как он... Закон сохранения импульса. Ладно, я думала, это другой немножко. Но вообще я в бильярд не очень плохо играю, значит, я немножечко разбираюсь. Да, вот, значит, ты вот это знаешь. Ну вот, там, конечно, есть свои еще характеристики в плане кручения, но это ладно. Самое главное вот это. Вот, и по большей степени сегодня мы с тобой будем, на самом деле, говорить про преломление. Все наши задачи будут таиться на преломлениях. Давай здесь обсудим эти законы преломления. Первый закон. Падающий лучик, перпендикулярчик и преломленный лучик лежат в одной плоскости. В плоскости доски. А второй закон, он наш, видишь, такой золотой прям. Золото-то наше. Называется закон Снеллиуса. Вот, то есть не Снеллиуса, а Снеллиуса. Что-то из Гарри Поттера. Да. Бывает еще, знаешь, можно вкратце говорить закон Снелла. То есть бывает еще так олимпиадники говорят. Но, конечно, правильно закон Снеллиуса. И он, в свою очередь, будет как раз-таки связывать вот эти уголочки альфа и бета. Потому что, видишь, в отражении у нас есть напрямую связь, а здесь она немножко другая. Она выходит следующим образом. Произведение n1, то есть показатели преломления нашей первой среды, на синус угла падения. То есть все, что в первой части находится, то есть n1 помножено на синус альфа. Это равняется тому, что будет во второй среде, то есть n2 на синус бета. Так, секунду, вот теперь остановись. Да. Сейчас подключается филолог, который не понимает. Так, значит, n1. Вот если мы решаем задачу, нам n1 давать, что ли, будут? Да, могут дать. А могут не давать? Но тогда тебе, может быть, что-то другое дадут. Ну то есть как бы это просто как задачка, как уравнение. Хорошо. Синус альфа, мы ее берем из того, что у нас, если нам синус альфа не дают, значит, нам должны катеты давать. Катет и гипотенузу. Правильно же я понимаю? Либо тебе просто значение угла дадут. Просто могут сразу значение угла дать? Да. Либо тебе просто дадут n2 синус бета и n1 дадут. И ты такая, синус альфа это n2 синус бета, деленное на n1. И все? Да.
То есть не надо самим высчитывать там катеты, гипотенузы для синуса альфа? Есть такие задачки в тестовой части, но да, но оно незачем. В основном в развернутой части уже этого не будет. Ладно. То есть по большей степени все будет сводиться к тому, что n2 синус бета находим, n1 находим, тогда знаем синус альфа. Ну ладно. Вот. Просто связь между углами. То есть нам дают все вводные данные, нам просто надо... Ну, это зависит от задачи. То есть ты уже приходишь к самим задачам, как их решать. В данной ситуации физика, она тебе просто говорит, как связаны в первой среде характеристики со второй средой. А как их потом в задаче использовать, мы там уже сами научимся. Главное понять, что задача, она всегда решается, и 100% ты как-то будешь использовать это уравнение, оно тебе поможет. То есть получается, ну, чтобы просто приравнять, чтобы мне тоже понимать, Да. чтобы они приравнивались друг к дружке, это означает, что чем больше, ну, вот синус альфа у нас, например, больше становится. Это будет следующий, это анализ. Все, хорошо, тогда... Это как раз-таки вот этот анализ. Да. Так. То есть пока что твоя задача просто запомнить. Есть такая связь. Вот просто Хорошо. как данность принять. Хорошо. Вот. И потому что это выводится уже из волновой оптики, поэтому оставим. Господи, так, ладно. Просто такой, ого, класс, я буду знать. Поехали теперь как раз к анализу. То есть попробуем понять, что будет, если у нас, например, n1 будет больше, чем n2, как тогда будут альфа и бета соотноситься. Давай представим, что у нас, например, в среде 2, то есть среда 2, она менее плотная, чем среда n1. Сразу вопрос к тебе, это значит, в какой из этих сред скорость будет больше или меньше? Если менее плотная, значит в ней скорость больше. Да. Больше, да. Да, то есть здесь скорость будет больше, здесь скорость будет меньше. Да. Что тогда? Запишем наш закон Снеллиуса. n1 синус альфа-1, где альфа-1, давай я буду обозначать как раз падающий вот этот лучик, угол падения. n2 на синус альфа-2. Давай я все-таки на всякий пожарный здесь обозначу, что за это я буду воспринимать альфа-2, а здесь я буду воспринимать альфа-1. n2 на синус альфа-2. Все, что находится во второй среде, все, что находится в первой среде. Давай попробуем выразить синус альфа-2. Получается, синус альфа-2 это есть, если мы с тобой поделим на n2, мы же можем это сделать. Получается, n1 деленное на n2 помножено на синус альфа-1. Согласна? Я просто взял эту штуку, перенес сюда. Сильно не надо думаться, просто так. Хорошо. Вот. И теперь самое элементарное. Смотри, у тебя же n1 больше, чем n2. А это обозначает, скажи мне, n1 к n2 больше единицы или меньше единицы? Так, сейчас, секунду. Если n2, допустим, 2, а здесь n1 3, 3, да. то это будет 1 к 2 меньше единицы. Нет, Нет. если Сейчас. n2 это 2, N2 это- n1 это 3, То 3 это будет... вторых. да, конечно. Да, это больше единицы, да. Вот я здесь подписал, что n1 к n2 это получается больше, чем единица. Ну а значит, если ты что-то больше, чем единица помножаешь на синус альфа, то, например, это будет 3 синус альфа. Ты ведь согласна, что 3 синус альфа будет больше, чем синус альфа? Да. Получается, мы с тобой показали, что синус альфа-2 больше, чем синус альфа-1. Я это здесь и подписал. Ага. А здесь тогда возвращаемся к нашей исходной теории. Мы помним, чем синус больше, тем какой угол больше? Ну, где синус больше, там и угол больше. Да, вот и я показал, значит, альфа-2 больше, чем альфа-1. Ага. То есть мы с тобой поняли, что если у среды 2 показатель преломления меньше, чем n1, то преломленный лучик будет больше, чем падающий. Так, значит, если n меньше, Видишь? то альфа больше. Альфа больше. Да. То угол больше. То есть они антагонисты. Ага. n меньше, альфа больше. Ага. Хорошо. Сейчас второй анализ сделаем, и я тебе покажу, как это физически здесь будет работать. То есть я тебе целую картинку здесь сделаю. Пока просто запомнили, что антагонисты. Аналогично давай покажем случай, если, например, уже наоборот, n2 будет больше, чем n1. То есть n2 плотнее, чем n1. Тогда аналогично записываем n1 синус альфа-1, n2 синус альфа-2. И ровно так же выражаем синус альфа-2, как я это делаю выше. В этой ситуации скажи мне, n1 к n2, оно как? Больше единицы или меньше? Меньше единицы. Да, понятно, меньше. да. А значит, синус альфа-2 меньше, чем синус альфа-1. Значит, альфа-2 меньше, чем альфа-1. То есть ты получил как раз антагонизм. Здесь больше, здесь меньше, и здесь наоборот. Меньше, больше. Получается, углы, они антагонисты к нашим абсолютным показателям преломления. И что это нам дает? Это дает следующее важное понимание. Что чем среда плотнее, тем угол меньше. Смотри. Например, здесь у меня среда n2 плотнее, чем среда n1.
угол меньше. Аналогично здесь. N1 плотнее, чем N2. Альфа-1 меньше. Чем среда плотнее, чем угол меньше. Это на самом деле легко показать следующим смыслом. Если у тебя среда плотная, то она этот лучик пытается к перпендикуляру прям прислонить. То есть, видишь, здесь получается, он вот так прислоняет к этому перпендикулярчику. И получается, чем среда плотнее, тем она сильнее сжимает этот лучик к перпендикуляру. Тогда возникает вопрос к тебе. На данном рисунке какая среда плотнее? Вторая, естественно. Вторая, да. То есть давай как раз это мы себе и подпишем. То есть на нашем рисунке у нас вторая среда плотнее, чем первая. Вот и все. Весь физический смысл закона преломления. Это все, что нужно знать, чтобы решать задачи на эту тему в ЕГЭ? Да, ну еще есть угол полного внутреннего отражения. Это как маленькое такое дополнение. Вот. Ну, об этом мы с тобой, я думаю, может быть, в другом видеоролике поговорим. Меня начинает пугать задача, потому что здесь все... Да? Ну, да. тут даже каких-то нету сакральных знаний, Да, это просто да, логика. Плотнее, лучик ближе. И вот потом мне эти дети будут рассказывать, что они сочинения не могут написать. Так, ну поехали. Да, так что давай как раз теперь перейдем к решению задачек. Этого ждал каждый. Легендарные смены от Глеба Орла возвращаются. 1 июля старт, смена Карно, ссылка в описании. Заботы МКТ и термодинамику на фулл. Погнали. И промокодик на 20%. Вот. Ну, тут все понятно. Да. Ну что, я теперь все стер с доски, и давайте как раз приступим к решению тестовой части. Так что, Настя, прошу тебя, решай. Так, задача номер А. Угол падения. Да, чему равен угол падения? Так, секунду. Значит, это у нас угол, получается, отражения. Нет, подожди. Угол отражения, это было вот это. Нет, стоп. Давай сначала поймем, а что это за луч? Да, Падающий или отраженный? Да. Вот это у нас перпендикуляр. Мы вот этот угол понимаем. Значит... Так, сейчас, подожди. Ждем. То есть у нас вот эта штука, она может быть перевернута в любым образом? Нет, смотри, это на самом деле так обозначается зеркало. То есть это зеркало, и от этого зеркала в данной ситуации лучик исходит. Значит, наверное, на зеркало что-то упало до этого, да? Ну, на зеркало упало. Вопрос. Да. Вот смотри, сейчас как Да. такой черновик. То, что ты рисовал до этого, то, что я поняла, это когда у нас идет вот так вот линия, вот так идет перпендикуляр, вот так луч упал, вот Да. так он отразился, вот так преломился. Да. Правильно? Но мы вот по этому перпендикуляру определяем угол. Да. Вот это у нас угол падения. Да. Да? Вот это угол падения? Да, это угол падения. Это угол отражения. Это угол преломления. Правильно же понимаю? Да. Теперь получается, что если у нас вот этот угол, то вот это перпендикуляр. Нет, смотри, здесь зеркало, и зеркало такая штука, которая просто не дает лучам дальше вниз пойти. То есть зеркало — это такая вещь, которая здесь посередине границы раздела поставлена, и вот эти просто нижние лучи, они отпадают. Но У тебя перпендикуляр-то происходит все всё, равно что выше. здесь. Да, так у тебя возникает раз граница, и вот здесь как бы вторая граница, находящаяся на зеркале. Тогда это получается угол преломления. Луч преломления, что ли? Нет. Подожди, так, тогда сейчас начинается Я самое понял, веселое. Смотри, еще раз. Вот это у нас линия. Граница раздела. Вот у нас падает угол, и вот этот угол мы называем там как-нибудь 1, да? Угу. Он у нас идет по границе перпендикуляра. Вот этого перпендикуляра. Да. Вот этот угол у нас отражение, он тоже связан с перпендикуляром. Да. Вот наш перпендикуляр. Подожди. Так нам, в принципе, какая разница? Если здесь 30, значит здесь 60. Да. Ну все, я поняла. Я думала, что раз ты дал вот этот угол, то как бы это и все, что я должна знать, то есть он как бы перевернутый рисунок или что. В общем, я поняла, я слишком усложнила. Все, значит, это это луч отражения. Да. Отражение и 60 градусов угла отражения. Здесь 60, да? Правильно же у нас будет? Давай построим тогда лучик падения. Так, хороший вопрос. Так, стоп. Это у нас вот этот угол 2, 60 градусов. И у нас есть правило, что угол отражения и падения же одинаковые. Да? Все, понятно. 60 градусов здесь получается.
Да. Все. Угол падения равен 60 градусам. Господи, я усложнила все просто каким-то страшным образом. Все гораздо Да, проще. все гораздо проще. Так, ты же не хочешь сказать, что это задача из ЕГЭ? Это задача из ЕГЭ, тестовой части. Вот это задача из ЕГЭ? Да. Я пойду в этом году сдавать ЕГЭ. Вот. Так. Давай к следующей. Она просто как раз и на твою память связаны с этими лучами. Ага. Важно, здесь перед этим еще было написано, что лучик падает на плоское зеркало. То есть ровно аналогично происходит ситуация. Ага. И тебе известно, что угол между падающим лучом и отраженным равен 30 градусов. Угол между падающим и отраженным. Угу. Давай попробуем здесь сделать тоже картиночку. Получается. Угу. Так, это у нас перпендикуляр, это зеркало. Да. Вот так падает угол, вот так он отражается. Вот этот угол 30 градусов. Да. Чему равен угол между падающим лучом и зеркалом? Ну, если 15. Нет, между... вот, господи. Вот зеркало, да. Да, вот зеркало, значит, нам вот это надо. Да. Здесь у нас 15, 90 минус 15, это... Так, начинается математика. Это 75. Да. Это что, тоже из ЕГЭ? Да. Тестовая часть. Так, хорошо. Поехали дальше. А теперь давай как раз к моим, чисто для того, чтобы вспомнить про закон преломления. Так. Угу. То есть нам известна такая конфигурация, где лучик падающий, преломленный, и нам показано, как соотносятся бета и альфа. Например, в данной ситуации бета больше, чем альфа. Вопрос, кто из N1 или N2 является больше? То есть какая среда плотнее? Но если здесь у нас получается, он к перпендикуляру не приближается, значит N2 меньше, чем N1. Да. Ух ты, N2, прикольно. Да, точно, они же по-другому. Ну ладно. Хорошо, теперь давай как раз к следующей ситуации. Вот она, граница раздела. Сверху нам известен воздух, то есть показатель преломления N1. Снизу вода, 4/3. Известен уголочек альфа, то есть угол падения. Нужно найти, я только здесь забыл подписать, нужно найти синус угла бета и понять, а кто же больше, бета или альфа? То есть давай бета вес альфа и найти синус бета. То есть угол преломления. Это у нас вот здесь будет вот это бета. Правильно? Да. Ну, мне для понимания просто. Так, сейчас, секунду. Значит, у нас n 4/3 это больше, чем 1. Это автоматически означает, что если здесь больше, значит, это меньше, чем это. Значит, синус бета будет больше, чем 4/5. Нет, сейчас давай еще раз. Какая из этих сред является плотнее? Вот это плотнее. Нет, стоп. Сейчас, еще раз. Здесь угол больше. Да, значит, вот. Подожди. Так. Тебе известно n и 1. Уголочек бета пока ты сама нарисовала. Да, но здесь у нас 1 и 1/3. Значит, это плотнее, чем вот это. Да. Значит, здесь угол должен быть меньше, чем здесь. Да. Бета меньше, чем 4/5. Все ровно наоборот. Бета меньше, да. чем альфа, да? Да, бета меньше, чем альфа. Но Да. это просто для проверки себя. Так, я помню, что у нас n умножить на синус... Давай здесь напишем, что бета меньше альфа. Бета меньше альфа, да. Значит, n... ну у нас, если здесь получается синус альфа 4/5, сейчас, секунду, равно, а здесь у нас должно быть, получается, 4/3. Почему равно? Почему я ставлю равно? Сейчас, Давай секунду. вспомним закон Снеллиуса. Там же было такое, что если n альфа умножаем на синус альфа, он равен n бета умножить на синус бета. Не было там такого? Нет, закон Снеллиуса звучал так. n1 синус альфа равен n2 синус бета. То есть, там Да, не... я это сказала. Нет, ты еще сделал в произведении угла еще альфа. То есть у тебя n1 альфа на синус альфа. Нет, у нас n1 это 1 да. умножить на синус альфа, Да. 4/5. Да, Все. да. Равно 4/3 умножить на синус бета. Да. Ну это легко. То есть синус бета это равно 4/5 делить на 4/3. 4/5 мы делим на 4/3, это значит... Да. 3/5. 3/5. Отлично. Вот отсюда мы с тобой знаем синус бета. Класс. Это тоже ЕГЭ?
Ну, может быть, что-то похожее там есть, но я сегодня не нашел. Давай потом Олимпиаду. Ладно, Вот. шучу. Так, теперь идем к последнему пунктику. Вопрос, то есть у нас есть граница раздела, и, как ты видишь, у нас лучик падает ровно вдоль перпендикуляра. Возникает вопрос, чему будет равен угол падения и угол отражения, и угол преломления. Так, блин, какая физика интересная. Это же прям... Подождите, сейчас. Сейчас какой-нибудь простой вопрос, ответ там типа нулю или одному, вот что-нибудь типа этого будет. Сейчас, так, секунду. Значит, он падает ровно как перпендикуляр. Секундочку. Он... 0. 0. Угол падения равен нулю. И там, и там. А почему во второй ситуации будет 0? Потому что они равны друг другу. Угол падения равен углу отражения. Не, у нас здесь преломляться же будет лучше. Тут преломление. Да. Тогда Да. Стоп. Значит, здесь у нас 0. Да, это точно. Так, а что у нас там было с углом преломления? Он у нас не равен. Он у нас... А они равны между собой? Не, N1 и N2 разные. Но при этом нам не дают никаких данных, значит, мы ничего там не умножаем. Так, хорошо. А давай попробуем записать закон Снеллиуса. Он же нам известен, он как раз-таки связывает альфа и бета. Так, n1 на синус альфа равен n2 на синус бета. Так, n1... Подожди, на 0... Так, здесь у нас 0. 0. Ну и все, на 0 делить нельзя, здесь тоже будет 0. Да, значит, кто равен нулю? Синус или n2? Но n2 навряд ли будет равен нулю. Да, синус бета будет. Синус бета равен нулю. Да. А тут из математики следует, что раз синус равен нулю, то уголочек бета будет равен нулю. Значит, бета равен нулю. Да. Градусов. А это как будет выглядеть так же прям? Да. То есть, если у тебя идет лучик строго по перпендикуляру, то он и дальше пойдет по перпендикуляру. Подожди, а бывает же такое, что вот падает луч и так, вот он что не... если n2 какой-нибудь другой, нет? Он не может никак... Нет, есть интересная задача с точки зрения того, что если пустить лучик ровно вдоль границы раздела, то он в некоторый момент времени может пойти вот так, либо вот так, в зависимости от того, кто из них будет больше. А если вот так пустить, то... Если вот так, он всегда ровно как раз по прямой пойдет. Прикольно. Да. Прикольно. Так. Вот, все, на этом тестовая часть закончена. Давай решать уже развернутую часть. Давай, интересно как. Не могу не поделиться в моменте, потому что я тут в восторге сама от себя. У нас сегодня тема законы преломления и отражения. И сначала Глеб мне объяснил все, а потом мы сделали 5 задачек. 3 его авторские, а 2 задачки из ЕГЭ, из тестовой части ЕГЭ по физике. Так вот, чтобы вы понимали, это элементарно. Я там даже попыталась немножечко все запутать, потому что мне показалось, что слишком просто, и, наверное, там есть какой-то подвох, раз они из ЕГЭ. Потом оказалось, что я просто сама себя накрутила, и задачки из теста ЕГЭ по физике, не знаю, за сколько там, все эти 5 задачек мы сделали минут за 10. Так что, ребята, физика должна быть на 100 у всех. Ну что, давайте как раз уже приступим к решению развернутой части. Я все-таки человек последовательный, поэтому я начну с задачи номер 3. Это же логично. Давай, Настя, прочтем условия. Тонкий пучок лучей света падает перпендикулярно на плоскую поверхность половины оптически прозрачного шара. Ну, смотри, тонкий пучок лучей, это что обозначает? Это можно воспринимать как просто один такой лучик света, который будет падать на вот эту поверхность. Почему здесь именно тонкий пучок? Чтобы мы вообще этот лучик видели, потому что если взять один идеальный лучик, мы его в жизни не увидим. Это во-первых. Во-вторых, перпендикулярно на плоскую поверхность. Как ты видишь, у нас здесь изображено полушарие, и перпендикулярно. Это как раз перпендикулярно поверхности. Далее, радиус шара известен, r большое. Расстояние от луча до оси OO', я это сейчас покажу, проходящий через центр шара O равняется как А 0,6r. Показатель преломления шара n 4/3. Я уже уверен, ты знакома, что такое n. Определите синус дельта. Эта буковка читается как дельта. И я еще называю как дельта красивая. Где дельта — это угол отклонения вышедшего из шара луча от первоначального направления. Ты можешь посмотреть на рисуночек, там как раз показан мелким шрифтом этот дельта.
Угу. Ну что, с чего мы будем начинать решение задачи? Это с дано. То есть нам сначала вообще хотелось бы себе отметить, а что нам вообще известно. Поэтому давай как раз обозначим номер 3. Что там? Ты можешь теперь уже сюда смотреть, я буду рисовать. Я просто тебе честно скажу, до меня только сейчас дошло, что луч, который мы будем рассматривать, это вот эта верхняя стрелочка, а не стрелочка, подписанная буквой А. Поэтому, знаешь, все будет очень тяжело. Все будет хорошо, не переживай. Так, что нам известно? Нам известен радиус r большое. Так, R это, ну вот диаметр это 2R, правильно же я помню? То есть да, диаметр это будет вот 2R, это да. вот все, а это только половина, все. Так, а маленькое будет 0,6 r большое. Затем нам известен показатель преломления, n выражаемый как 4/3. И заодно мы хотим найти синус дельта. Можно я сразу замечание сделаю? Да. Просто мне, как человеку очень стороннему, было вот как раз, ну, это меня немножко дезинформировало. У тебя, судя по рисунку, А вообще ни разу не 0,6R. Почему? Ну, на самом деле, на рисунок... Там, по-моему, на 0,8 больше похоже. Ой, да какая разница? Слушай, ну вот какая разница? Я действительно сидела и думала, а почему здесь... Ну, я не могла сопоставить там А, потому что стрелочка слишком высоко была. И я не понимала, что стрелочка вот это нас интересует. Это к вопросу о том, что если человек дуб-дубом в физике, как я, то такие вещи тоже могут определять какие-то моменты. Ну, самое главное просто это условия. Вот мы должны опираться на У условия. меня лампа выключилась. Так, изображаем первую часть, и теперь, конечно, хотелось бы изобразить окружность. Так, у меня какое здесь расстояние? Ты сейчас узнаешь хитрость того, как изображать окружности. Ничего себе, ты какой. Так, здесь у меня столько. Значит, здесь у меня вот столько. Так, значит, здесь у меня вот столько. Ну, логично, в принципе. Вот и весь секрет твоих невероятных окружностей. Да. Звучит прям как вырезка для шорца. Так, это А будет... еще я правильно понимаю, что нижняя часть нам в целом тоже не нужна? Да. Это просто как раз изобразили часть нашего шарика. Так, здесь мы с тобой будем знать, что показатель преломления n, это еще можно показать так, что здесь у вас какая-то пластинка, чтобы как-то отделить от воздуха. Снаружи у нас будет воздух с показателем преломления 1. И давай как раз изобразим луч, который здесь будет падать. Он будет, в свою очередь, падать на каком расстоянии? На известном нам расстоянии, а маленькое от оси О'. 0,6. Ну что, давай тогда первый вопрос будет к тебе. Как пойдет лучик после прохождения первой границы раздела? Потому что, видишь, первая граница раздела, вот она, воздух и шарик. Прямо. Прямо, почему? Потому что 0 градусов будет синус альфа. Да, верно. То есть как раз вот этот последний примерчик у нас был для этого. Хорошо, и на самом деле бывает вот в задачах этот момент можно даже не объяснять, он считается очевидным. Да, только давай покажем, что здесь 90 градусов. А вот теперь наша будет задача понять, как у нас преломится лучик уже на этой границе раздела. Что нам для этого нужно изобразить? Перпендикуляр. Давай как раз изобразим перпендикуляр. И что мы с тобой знаем? Мы с тобой знаем, что радиус в окружности, он перпендикулярен как раз к касательной. То есть перпендикуляр к этой поверхности раздела, это будет чисто наш радиус. Ничего себе, вот это перпендикуляр. Да. Потому что ты же согласен, что это как раз будет перпендикуляр к вот этой малой части поверхности. Ну, не скажу, что это для меня очевидно, но примем это как факт. Хорошо. Не, ну, просто смотри. Нет, ну я догадываюсь, что там точка, да, и что мы считаем вот... Вот, если рассматривать вот эту часть, то у тебя как раз в окружности радиус всегда перпендикулярен этой части. Хорошо. Это следует из того, что касательная перпендикулярна радиусу. Точно, да, такие штуки мы рисовали, да. И вот как раз я этим здесь и пользуюсь. Так, и что тогда? Попробуем изобразить преломленный лучик. Чем здесь удобно пользоваться? Удобно делать следующее. Во-первых, показать направление луча, как он хотел бы пойти.
То есть он бы пошел вот так вот дальше. Но так как здесь граница раздела, то он преломится. И вот возникает вопрос, как изображать преломленный лучик? У меня вопрос к тебе, какая из этих сред плотнее? Так, там 4,3, внутренняя плотнее. Внутренняя плотнее, значит, у тебя угол преломления, он будет меньше, чем угол падения или наоборот? Будет То есть где угол? Сейчас, секунду. Значит, получается, внутри плотнее, снаружи воздух, значит, угол будет больше. Синус бета больше, Да. чем синус альфа. Да. Поэтому тогда получаем, что так как здесь можно, знаешь, схематично изобразить вот эту нормаль, то есть вот этот перпендикулярчик, ну или вот она граница раздела, где 90 градусов, тогда ты получаешь, что и правда у тебя преломленный лучик, он пойдет вот так. Потому что теперь, давай попробуем изобразить этот угол преломления, не помню, каким я его рисовал, вот этим. Он будет выглядеть вот так. Вот уголочек бета, а здесь будет уголочек альфа. Вот угол между падающим лучом и нормалью, и угол между перпендикуляром и преломленным лучом. Бум. Так, ну хорошо, пока вроде понятно. Так, ну давай так. Ты согласна, что это как раз перпендикуляр к границе раздела? Так, сейчас давай, вот, да, значит, у нас падает луч, он падает до точки, нам нужен перпендикуляр в этой точке, радиус у нас всегда перпендикулярен к точке. Ну, значит, это и малая окрестность. да. Так, значит, это у нас, хорошо, это у нас перпендикуляр мы нарисовали. Да, мне все понятно. Сейчас, подожди секунду. Просто мне, знаешь, что непонятно? Да. Получается, когда мы рисовали в теории, у нас было все ровно отражено как зеркально, да? Ну, да, ты просто возьми, переверни вот эту границу раздела вот так. Просто я запомнила, что у нас луч падает вот так, и мы вот этот угол определяем. А тут у нас получается луч падает с другой стороны, что ли. Ладно, в общем, неважно. Главное, чтобы мы к перпендикуляру рисовали. Да, главное угол. просто рисовать Да, угол к да, перпендикуляру. всё, поняла. Потому что у тебя есть граница раздела, перпендикуляр к границе раздела, угол падения, угол отражения. Ой, угол преломления. Это самое главное. То есть пользуемся как раз согласно теории. Ну и что мы можем первым делом здесь записать? Ну, закон Снеллиуса, наверное. Давай запишем закон Снеллиуса. Диктуй мне, что это нам будет давать. n1 синус альфа равен n2 синус бета. Да, то есть получается n синус альфа будет равен единице на синус бета. Ну в данном случае, да. Да, потому что показатель преломления шарика n. Тогда 4,3, 4 к 3 синус альфа Да. равен синусу бета. Да. То есть получается 4/3 синуса альфа выражается как синус бета. Так подожди, нам-то надо определить даже не синус бета. А синус гамма. Ага. Господи. Но сейчас мы с этим разберемся. Давай как раз его здесь и изобразим. Что такое уголочек гамма? Гамма – это вот разница между пунктиром и тем, как пошло в итоге. Да. Нам вот это надо. Это определить. уголочек дельта. То есть нам нужно найти синус бета. Так, что-то я Сейчас не поняла, подумаем. да? Смотри, нам нужно идти последовательно. То есть смотри, как решать задачу по физике. Ты делаешь то, что можешь. Мы посмотрели, мы можем закон Снеллиуса написать? Да. Написали, все, оставили это. Что еще мы можем в данной ситуации вот так сходу написать? Мы, во-первых, изобразили дельту, тоже что-то уже сделали. Пишем тогда второй пунктик. Что можно здесь попробовать записать? А можно заметить следующее. Смотри, вот у тебя уголочек альфа. Возникает вопрос, какой угол между вот этими двумя прямыми? Если ты мне сейчас скажешь, что он равен синусу альфа, если что, я не понимаю, почему. Нет, он равен просто альфа. Ну, да, а почему? Есть такая вещь, как вертикальные углы. То есть, если здесь у тебя уголочек альфа, то вот этот сверху уголочек тоже будет уголочек альфа. Ну это, слушай, это упрощает очень сильно. Да. А у тебя как раз и есть. Вот, раз прямая, два прямая, Ну, то две есть, прямые. получается, если нам нужно найти синус гамма, то синус гамма будет равен синусу альфа. Правильно же я понимаю? Пока что нет. Потому что, смотри, у тебя же дельта – это здесь уголочек, Господи, альфа здесь, да, там... а бета суммарный. Ну вот какое математическое соотношение мы можем здесь попробовать записать? Так подожди. Синус бета нам известен.
Значит, Пока не оперируй тем, что нам известно, пробуй просто записывать математику того, что здесь есть. синус гамма равен синус бета минус синус альфа. Синус лишний раз так поставлять не очень хорошо. Лучше с точки зрения углов. У тебя угол Гамма. дельта. Да. Дельта. Дельта Да. равен бета минус альфа. Да. Отлично. То есть Ну ты да. можешь написать, что, да, или с другой стороны, как альфа плюс дельта, это есть бета. И этот плюс этот дает суммарный угол бета. Поэтому, да, отсюда получается, что дельта, это будет бета минус альфа. Это ясно? Да. Обычная математика. Ну и теперь третий пунктик, он уже состоит из следующего. Из того, чтобы навесить как раз на это синус. То есть тебе нужно найти синус дельта. А это что будет? Это значит синус от этого угла. То есть синус от бета минус альфа. То есть бета минус альфа дает какое-то значение угла. Это как раз дает значение дельта. И тебе нужно найти синус от значения этого угла. То есть в данной ситуации тебе зашифровали не нахождение синуса дельта, а нахождение синуса от разности углов. Бета минус альфа. А мы знаем, что синус бета равен 4/3 синуса альфа. Это знаем. Но здесь как раз-таки важный момент, что теперь тебе вот так сходу найти это не получится, потому что ты не знаешь отдельно альфа и бета. То есть ты знаешь их синусы. Ну или как они соотносятся. Что нам нужно, ну, что синус дельта это синус бета минус синус Нет, так не пройдет. Вот я тебе сейчас напишу, как это выражается. Ладно. То есть это тот математический факт, который потом тебе пригодится в решении задачи. Ага. Что это за факт? Синус бета минус альфа, это из математики будет следовать, из тригонометрии. Это будет синус бета косинус альфа минус синус альфа косинус бета. О, Господи, мы это проходили, да. Запомнить легко. У тебя везде синус-косинус, синус-косинус. И у тебя просто идет сначала бета, альфа, и потом они просто меняются. Альфа-бета. Ну, это вообще нелегко запомнить, но я помню, что мы проходили, Но да. это некоторый математический факт, который потом будем с тобой использовать. И вот теперь мы свели с тобой задачу синуса дельта как раз к этому. Что остается? Мы понимаем с тобой, что синус бета, он выражается через синус альфа, и таким образом есть что синус бета знаем, косинус бета тоже есть что найдем быстренько, потому что угол известен. Остается, значит, найти альфа или выразить синус как-то его. Смотрим на геометрию. Ведь, заметь, мы еще не воспользовались маленьким. Вот, кстати, хотела сказать, что... Да, а здесь можно посмотреть, что у тебя же есть вот такой вот треугольничек. Дай-ка я тебе вот даже красненьким обозначу. Бам. Бам, бам. О, у нас есть катет, получается. Нам все известно, да. Смотри, вот чему равна гипотенуза? Так, подожди. Гипотенуза – это произведение сложение двух катетов. Нет, Так, вот это... просто из рисунка. У тебя есть окружность, и вот я провел... радиусу. Да. Да. Да, кстати, прикольно. R большое. Этот катет чему равен? 0,6R. Да, 0,6R. Значит, синус альфа как выражается? Сейчас скажу. Так, это отношение катета к гипотенузе? Да, причем какого катета к гипотенузе? Противоположного. Да. Значит, 0,6 к 1. Да, 0,6R к R. Да. А косинус альфа будет, соответственно... стоп. Ну и там же... нам неизвестен катет. Известен? Он, кстати, известен из теоремы Пифагора. Я думаю, ты такую штуку Во все стороны слышала. равны. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Нет, там сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Так, сумма квадратов катетов, то есть 0,6 в квадрате, 0,6r в квадрате равен r. 0,6r в квадрате плюс b в квадрате. Да, это будет r в квадрате. Почему b? Сумма... Ну, где b? Сумма квадратов. все, сумма квадратов. Да, раз квадрат, два квадрат. Вот, на самом деле, это более тяжелый путь нахождения косинуса. Я тебе сейчас покажу, как он элементарно на самом деле здесь находится. Ну, я надеюсь, потому что Да. вот это уже очень сложно для меня. Ну, почти. То есть, смотри, теперь остается взять, посчитать. У тебя b в квадрате, это будет что? Это будет r в квадрате минус 0,6 в квадрате. Давай я тебе помогу. Это будет 0,36. Здесь немножечко математики я тогда проделаю.
R выносим за скобки, 1 минус 0,36. Да, это будет 0,64. Ага. И есть такая штука, как ты помнишь, 64 это есть 8,8. 8 в квадрате. Да, 8 в квадрате, а здесь просто 0,64. 0,8R целиком в квадрате. Да. То есть получается B 0,8R. 0,8R. Ну а значит, и что косинус это будет 0,8. Косинус это мы Прилежащий катет. прилежащий делим на гипотенузу. То есть 0,8R делим на R. Да, 0,8R делим на R. Получаем 0,8. Так. То есть отсюда ты знаешь синус и косинус. А давай я сразу тебе покажу, как можно было это сделать в разы проще. Потому что вот эти вот значения синуса и косинуса, они на самом деле очень известные. Смотри, это можно переписать в качестве дроби. Это будет 3 пятых. Почему 3 пятых? 6 десятых, да. Да, 3 пятых. А здесь будет 4 пятых. И есть такая вещь, египетский треугольник называется. Это когда вот египтяне пробовали из целых чисел формировать треугольники прямоугольные. И они получили, что, оказывается, есть такой египетский треугольник со сторонами 3, 4, 5. 3, 4, 5. Это можно считать как самый очевидный факт. То есть у тебя просто 3, 4, 5. Бум. Легко запомнить. И тогда, заметь, тебе сказали синус альфа равен 3 пятым. Но это значит, что, например, вот этот уголочек альфа и будет. Потому что синус этого угла это будет 3 к 5. А тогда, на самом деле, ты можешь просто сразу говорить, так косинус это будет 4 к 5. Даже если я ничего из этого не знаю. Бум. Поэтому я, на самом деле, мог бы сходу написать 4 пятых. Да, но такое будет только, если мы нашли, что хотя бы синус или хотя бы косинус 3 3 пятых да, или 4 да. пятых. Ну, такое, наверное, не часто дают. Как раз-таки вот в олимпиадах это максимально часто, потому что в чем прикол? Ведь тебя же хотят завалить не по математике, а все-таки по физике. А это математика. Поэтому вот это Поэтому вот да, красивые синусы дают. Все, чтобы просто было красиво. Так, ну и тогда 4-й пунктик. Мы с тобой все знаем. Давай попробуем посчитать синус бета. Так, синус бета это 4 третьих умножить на, Синус альфа. на 3 пятых. На 3 пятых. Что получается? Так, это 4 пятых. Да, значит косинус бета чему равен? 3 пятых. Все, видишь, как классно. Ага. Такое часто дают, потому что, ну и правда, зачем по математике давить? Таким образом, ты знаешь синус, косинус. Остается сюда поставить. Слушай, выглядит все, конечно, интересно. Тогда получается так, синус... Ну да, тогда опять математика. Ну, остается только посчитать. Это можно считать тоже арифметика. Да, 4 пятых умножить на... где у нас там косинус? На 4 пятых. Да, 5-й пунктик. 4 пятых на 4 пятых. Давай подставим. То есть бывает просто так считать в уме, это знаешь... Ага. Это дело такое, неточное. Получается, синус бета на косинус альфа сначала пишем. Так, синус бета, ты кто? Это 4 пятых. Да. Косинус альфа тоже 4 пятых. Косинус альфа 4 пятых. Потом идет минус синус альфа. Ты кто, ты кто, ты кто? Сейчас я найду, да, 3 пятых. И на косинус бета. 3 пятых. 3 пятых. У тебя выходит, это будет 16 минус 9 25. Ой, 25. Это получается 7 25. Да, 7 25. Вот твой ответ. Ответ синус дельта выражается как 7 25. Классно. Так, и еще раз, это задачка сложного уровня. Ну, то есть это... Да. Я тебе больше скажу. Изначально эта задача была на вступительных олимпиадах на физтех. Только там я единственное просто чуть-чуть поменял условия, там нужно было найти вот это расстояние. Вот. Но просто нахождение этого расстояния требует либо теоремы синусов, либо еще некоторой геометрии, которая максимально короткая. То есть там и требовалось найти дельта, а после чего находится вот это расстояние. Но я подумал, оно нам сегодня незачем. Да, это... Ну, я не скажу, что это элементарно, то есть сама бы я, конечно, все это не придумала. Но например, когда... зная то, что вот ты рассказал, ну, мне кажется, что такие, ну, что можно решить? Конечно, можно решить. То есть, обрати внимание, я пользовался согласно законам. Закон Снеллиус записал. Потом посмотрел на геометрию, записал. Затем я такой, ага, мне нужно найти синусы. Так, что делать? Геометрия мне известна.
нашел синус, и потом уже все подставил. Чисто подсчитал. Ну, короче, на самом деле готовимся к физике следующим образом. Ты рассказываешь теорию, потом я решаю задачку, ты мне помогаешь решить эту задачку, потом я решаю еще 10 таких штук сама, и все, и в принципе я готова делать это задание. В принципе, да. Ну, конечно, в Олимпиадах чуть посложнее. Ну, слушай, на СОЖ я пока не претендую. Вот, все, тогда стираем, и давайте тогда перейдем ко второй задаче. Вот, я же сказал, я человек последовательный, поэтому будем от третьей идти ко второй. Последовательно. Вот, и как раз задача интересна с точки зрения жизни. Там, правда, странная фраза. Какая? Углы считать малыми. Это что значит? А вот это мы с тобой разберемся. То есть это какая-то такая важная, да, фраза? Да, это как раз одна из подтем вот решения задач на законы преломления и отражения. Окей. Так, ну тогда давайте приступим ко второй задаче. Бассейн глубиной аж 4 метра заполнен водой. Относительный показатель преломления на границе вода-воздух n 4/3. На тему относительности можем здесь не заморачиваться и просто считать, что тебе дали здесь абсолютный показатель преломления воды. То есть вода 4/3. Ну, нам известно это. Какой кажется глубина бассейна наблюдателю, смотрящему в воду вертикально вниз? Да, то есть у тебя есть бассейн, вот, и ты вот так вот вниз смотришь. Вот какая тебе будет казаться глубина? Потому что в действительности то, что тебе кажется, оно отличается от того, что в действительности. То есть в нашем понимании получается, что наш взгляд – это луч? Нет. Наш взгляд или вот наши глаза – это приемы лучей. То есть мы с тобой принимаем эти лучики. А вот создатели лучей у нас является дно. Значит, дно – это луч? Дно – это создатель лучей. Так, хорошо. Сейчас давай мы с тобой это изобразим. Для начала изобразим номер 2. И h это будет 4 метра. Так, n 4/3. Хотим найти h маленькое. Смотри, все это будет происходить следующим образом. Так, нужно границу раздела, конечно, изобразить. Тын-т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 ын. Водичка. Водичка. Слушай, как здорово, что ты это все вырисовываешь вот так, а не просто вот линиями. Ну, то есть прям есть наглядное представление, как оно должно выглядеть. Так, сюда. И здесь у нас будет вот это дно. Конечно, я чуть съехал, ну ладно. Это обозначает, что ниже там какая-то земля, короче, уже ниже лучи не пройдут. Так, ну и наши с тобой глазки будут, например, располагаться вот где-нибудь здесь. Вот, и мы будем смотреть вниз. Вот, смотрим вниз. И что будем видеть? Давай тогда обозначим, как у нас изначально определяется глубина. Это будет h большое. И вот как понять, какую глубину мы будем с тобой видеть? Смотри, любой объект, он излучает лучики. И вот чтобы я увидел, мне должны лучики, исходящие от этого объекта, попасть в глаза. Тогда мы это видим. И ты можешь меня спросить, откуда у него лучики возникают, верно? Они возникают вследствие всевозможных отражений. То есть вот это, например, свет как-то здесь отразился, сюда попал, и мне отсюда идет как раз лучик. За счет него я и вижу вот этот объект. Поэтому важно, мы видим какой-то объект, если от него лучи попадают нам четко в глаза. Это важная мысль. И, конечно, мы всегда с тобой умеем смотреть в какую-то точку. То есть мы смотрим в какую-то точку, и потом рассеянным уже взглядом видим какой-то объект. Но первоначально мы видим точку. Поэтому давай как раз-таки проанализируем. Наверное, белым надо было мне изображать, ну ладно. Вот эту нижнюю точку нашего дна. Потому что первоначально мы будем смотреть ровно вертикально вниз и будем улавливать, наверное, лучи, которые будут исходить как-то вот так, вверх. И что мы с тобой понимаем? Мы понимаем, что эту точку можно представить как некоторый точный источник света S, который будет излучать лучи света во все возможные направления. То, что в него как-то тут попадает, отражается, и получается он испускает лучи света во всех возможных направлениях, которые это вообще делается. Так. И тогда, чтобы мы увидели этот лучик, ну или это тело, нам нужно, чтобы исходящие из него лучи попали нам в глаз. Тогда мы его увидим.
Сейчас покажу, как это будет происходить. Поэтому еще раз, главный смысл будет следующий. Это точный источник света, он испускает лучики. И нам важно, чтобы эти испущенные лучики попали в глаза. Давай это как раз и будем делать. Давай проанализируем какой-то произвольный лучик. Давай сначала проанализируем, во-первых, первый луч, который будет идти ровно вертикально вверх. Вопрос к тебе. Куда пойдет дальше лучик? После прохождения границ раздела. Также вверх, потому что 0 градусов. Да. То есть он пойдет также вверх. Так, вот мы с тобой поняли, как у нас идет первый лучик нашего точного источника света, и он попадает нам в глазки. Это отлично. И вроде кажется, что все, может, задача решена, но в чем прикол? Мы с тобой видим все, что находится на продолжении этих лучей. Вот, то есть мы видим, что проходит на продолжении, продолжение, а это продолжение может идти бесконечно. Поэтому мы однозначно не поймем, где находится. Поэтому нам всегда нужно как минимум 2 луча, чтобы понять местоположение изображения этого точного источника. Изображение — это то, что мы с тобой будем видеть уже в действительности. Поехали. Для этого давай как раз изобразим какой-нибудь другой лучик. Я сама его выбираю? Произвольный. То есть это не повлияет на ответ, какой задача? Ага, хорошо. То есть, самое главное, это вот этот первый, он самый очевидный. А потом ты уже выбираешь любой произвольный. Поехали. Да, будем считать, что он идет под каким-то углом альфа. Я не знаю какой. Какой-то альфа. Так, попробуем понять, как в свою очередь он пойдет после преломления. Давай мы с тобой изобразим границу раздела. Так, это у нас должна быть... Давай, во-первых, чему будет равен угол падения на эту границу раздела? О, я помню такую штуковину, параллелепипеды или что-то типа того. Это связано с ними? Это нет? больше связано с параллельными прямыми. Параллельные прямые, и у них сумма углов, они равны. Углы равны. Да. То есть здесь будет уголочек альфа, да. Так, а если это, значит, нам угол отражения нужен, угол отражения будет бета будет равен альфа. Не, нам здесь нужен угол преломления, потому что у нас же лучик выходит из границ раздела. Да, тогда... Если он отражается, то мы его в жизни не увидим, он в жизни нам не попадет в глаз. Поэтому нам нужен преломленный лучик. Так, тогда, значит, это угол дельта или какой он там был? Бета. Я пока показываю первоначальное направление. Так, у меня вопрос. Да. Почему он пошел в ту сторону, а не в сторону глаз? Потому что если бы он пошел в сторону глаз, это был бы угол отражения, правильно? Сейчас не понял, в сторону глаз. От перпендикуляра. Вот ты нарисовал перпендикуляр. Так. Вот у нас есть луч. И вот если бы он от перпендикуляра пошел влево, это был бы уже угол отражения? Нет, у тебя отражение, это значит, что лучик не выйдет из этой среды. То есть отражение, это пойдет вот сюда, лучик отраженный. Так, а почему тогда ты нарисовал туда, куда ты нарисовал? Пока что я это изобразил, куда хотел бы пойти этот лучик. То есть это, может быть, он пошел как-то по-другому. Да. То есть пока что я изобразил то, как хотел бы пойти лучик. Так, хорошо, ладно. А теперь давай попробуем понять, куда пойдет преломленный лучик. Для этого я тебе напомню, как раз в теории, что у нас было. Граница раздела, перпендикуляр, падающий лучик. Давай вот так я изображу. Падающий лучик, N1, N2. Здесь идет отраженный лучик, а преломленный лучик, он уже пойдет здесь. Так, все. То есть он не может пойти сюда. Он примерно в одном направлении будет всегда идти. Так, а здесь у нас получается вот так. Этот пошел вот так. Значит, он пойдет... Лучше сделать через то, а какая среда плотнее? Смотри, у тебя n же это 4/3. Да, значит, она плотнее. Эта среда плотнее. Значит, здесь будет угол между лучом и перпендикуляром меньше, чем здесь. Да. Значит, отраженный лучик, преломленный лучик, что ж такое-то? Преломленный лучик пойдет под большим углом к перпендикуляру. Но у меня все, еще вопрос. Почему не в глаза? Почему он справа от этой линии? Все. Ну, помнишь, здесь у нас все идет... Слушай, у меня из-за пунктира все сбилось в голове, и я не... Все. Пунктир — это первоначально, куда он хотел бы пойти. Да, я поняла. Просто относительно него очень легко понять, как изображает преломленный лучик, потому что вот у тебя был угол альфа. Если угол станет меньше, то сюда пойдет лучик. Если угол стал больше, то сюда. В этом есть удобство этого пунктира. Ну и давай как раз здесь также покажем этот уголочек бета.
Вот. На тему того, почему у нас глаз здесь, а лучик здесь, сейчас об этом я скажу пару слов. Так. Пока давай будем считать, что наши глаза вот такие вот огромные, может быть, сюда у нас тоже попадает этот лучик в этот глаз. И что тогда? Давай как раз пока на этом остановимся. Тогда наши глаза, то есть если мы с тобой представим, что глаза огромные, они видят вообще здесь все, то есть, например, глаза здесь находятся, то что тогда? Наш глаз, он немного, как угол больше, чем 90 градусов. Он немного туповат. Вот. Но мы не такие, все хорошо. И поэтому он видит все то, что располагается на продолжении лучей. То есть он не видит, как луч изначально вот как-то шел. Наш глазик будет видеть все то, что располагается на продолжении этого луча. Аналогично и для этого, на продолжении этого луча. То есть наши глаза, которые здесь будут располагаться, они видят все то, что располагается на продолжении этих вышедших лучей, попавших ему в глаз. Так. Согласна? Ну, наверное. Я не буду против, но просто... то есть мы сами лучи не видим, но мы видим то, что... вот. Мы видим продолжение попавших нам в глаз. То есть этот лучик попал нам в глаз. Вот, например, здесь находится глазик. И он думает, что лучик спустился из какой-то точки, располагающейся на этой прямой. Все, поняла. То есть он не может увидеть вот этого искривления. Он видит все то, что располагается там на продолжении. Он немножко туповат в этом плане. И тогда, что получается, наши видят глаза? Они видят, что как будто исходят откуда лучи? Отсюда. То есть, видишь, как будто они отсюда исходят. То есть нашему глазику будет казаться, что все эти лучи исходят из этой точки. Обалдеть. И значит, расстояние гораздо меньше нам визуально кажется, чем оно есть. И таким образом вот эту точку мы будем с тобой называть как S-звездой, то есть изображение этой точки. То есть то, что мы с тобой уже будем видеть. Поэтому получается, что наш глаз видит то, что как будто вот из этой точки выходит, хотя в действительности выходит отсюда. Ну, поэтому по этой логике мы с тобой понимаем, что та самая высота h маленькая, которую от нас хотят, она будет выглядеть так. Па-бам. Ну и давай пробовать как раз это теперь находить. Поехали, первый пунктик. Что мы с тобой знаем? Мы знаем закон Снеллиуса. Давай запишем. n синуса альфа равен n2 синус бета. Да, сначала запишем только закон. А это прям надо все расписывать? Ну, проверяешь, нужно понимать, что ты написал, а то вдруг ты какую-то кракозябру записал. Господи, как непонятно сложно для чего. В оформлении. Нет, это не сложно, ты просто показываешь, а что ты здесь подразумеваешь. Потому что я же могу любое уравнение написать, а подходит оно или нет. Так, закон Снеллиуса. Хорошо, он выглядит, да. n на синус альфа будет нам выдавать единицу на синус бета. Ну или, как ты уже правильно подметила, n будет 4/3, можно сюда подставить. Но сразу тебе скажу, бывает удобно n пока оставить и в общем виде так решать. То есть давай пока оставим так. n синус альфа, я просто перепишу, чтобы единица не мешала. Синус бета. Так, получили. Что дальше? Вопрос, зачем нам нужно это? Ну, делаем, что можем. Видимо, потом как-то пригодится. Понятно. Мы всегда делаем то, что можем. То есть не надо заранее задаваться вопросом, а что, как, потом. Мы же не можем с тобой прямо сразу в голове решить всю эту задачу и понять, для чего, что нам нужно. Задача строится на том, что ты пишешь, что ты можешь на данный момент времени. Ты не знаешь, для чего, для кого. Главное, что ты можешь. И чтобы оно было правильным. Вот, согласно закону. Поехали. Я хочу как-то перейти к h маленькому. Чем здесь можно воспользоваться? Здесь нужно заметить, что у вас возникает такой, у нас, возникают прямоугольные треугольники. Давай я попробую их как-нибудь здесь показать. То есть здесь опять-таки будет игра на треугольниках. Раз треугольник, прямоугольный. И потом есть второй прямоугольный треугольник. И два. Ой, так плохо видно, да? Ну, вообще, я все равно вижу, если что. Давай. Вот. И будет второй зелененький. И попробуем среди них теперь что-то записать. Во-первых, в этом треугольнике давай заметим. Следующее. У тебя есть две параллельные прямые. Тын-дын, тын-дын. И одна секущая.
В математике есть такая вещь, что соответственные углы одинаковые. То есть здесь будет бета. Попробуй это еще раз здесь показать. У тебя есть две параллельные прямые, Да, текущие. я такое помню. И эти углы одинаковые. Да. Я этим здесь и воспользовался. То есть, таким образом, ты знаешь в этом прямоугольном треугольнике бета и в этом прямоугольном треугольнике альфа. А теперь давай воспользуемся определением тангенса. Есть такая вещь. Тангенс, Синус контангенс. косинуса. Да, это синус, деленный на косинус. Или же еще по-другому, что тангенс — это отношение противолежащего катета к прилежащему. То есть в синусе там катет к гипотенузе, а здесь отношение катетов. Поэтому давай тогда запишем, например, сначала тангенс бета. То есть тангенс этого угла. Это что будет? Эта сторона к этой. Давай обозначим ее как-то r маленькая, не знаю. Вот какой-то r маленький. R маленькая к h. R маленькая к h. Ну, раз мы сделали для этого, попробуем сделать и для большего. Почему бы и нет? Мы же это можем сделать. Можем, тогда делаем. Тангенс альфа будет как выражаться? Скажи мне теперь. R к H большому. Да, r маленькая к h большому. Ага, а тогда давай заметим, что если я выражу здесь и здесь r маленькая, то я смогу от него избавиться. То есть, да, бедный r маленькая, я от него избавляюсь. С одной стороны, r маленькая — это h тангенс бета, а с другой стороны, r маленькая — это что будет? Это h большое тангенс альфа. Но раз и здесь r маленькая, то как связаны эти штуки? Равны друг другу. То есть мы получаем следующее соотношение. h тангенс бета равен h большое тангенс альфа. И у нас есть h большое. И смотри, нам, получается, известен h большое. Известна связь между альфа и бета в законе Снеллиуса. И здесь есть какая-то связь между тангенсами этих углов. Если решать в общем виде, то это жуткая тригонометрия. Жуткая, неприятная. Но здесь есть главный смысл. Все-таки, как я тебе сказал, у нас глаза не могут располагаться на таких расстояниях, верно? Они все-таки маленькие. То есть на малом расстоянии друг от друга. Это вот то, что углы считать Да, малыми? вот сейчас я к этому и подведу. А-а. То есть, видишь, у тебя глазики очень здесь близко располагаются. И значит, луч, который здесь будет выходить, но он тоже, на самом деле, выходить вот как-то так. Я, честно, постараюсь, но это будет адски тяжело сделать. Ну вот и то очень тяжело. То есть, как ты видишь, вот это уже уголочек альфа, он, ну вот, мизерный, здесь очень малый. Поэтому и написали, что углы считать малыми, чтобы эти лучи выходящие попали нам в глаза. Потому что расстояние между глазами очень маленькое. Такие еще лучики называют как параксиальные лучи. То есть лучи, идущие под малыми углами к друг другу. Потому что именно такие лучи нам попадут в глаз. Ну, в глаза. Потому что эти улетят точно. Глаза его здесь нет. Ну, вот. Так, что тогда? А тогда есть некоторое математическое свойство. Вот оно там в другой задаче тоже написано. Но давай я сразу здесь его скажу. Вот очень часто это в оптике применяется. Оказывается, что только при малых углах, если углы очень малые, то в этой ситуации синус примерно равен тангенсу и примерно равен вообще альфе. Это только при малых углах. Как понять, малый угол или нет, тебе честно скажу, 15 градусов – это уже малый угол. 30 градусов тоже считается малым углом. То есть более 30 А градусов. 35? Ну, тут уже так, можно считать, но уже... А 40? Ну, вот я и говорю, это уже, знаешь, это все зависит от того, насколько тебе нужна большая погрешность. То есть 30 градусов – это с довольно хорошей точностью, примерно альфа. Чем больше, там уже точность становится все хуже и хуже и хуже. Но вот если 15, 10 градусов или 5 градусов, то вообще однозначно тут вообще очень хорошая точность. Ну, вот, только важно отметить, что синус 30 градусов, он не равен 30. Потому что синус не может быть больше, чем единица. А как тогда? В радианах. Есть такая вещь, как и в радианах. Пи на 4, пи на 2. Что-то когда-то слышала, нет? Пи, 3, 14 и до бесконечности. Да, то есть пи – это то же самое, что 180 градусов. С точки зрения углов. 3,14. Я не сказал, что они равны друг другу, да. То есть в чем прикол? Просто бывают углы, ну, примерно то же самое, 90 градусов. Его можно записывать как 90 градусов. Это если в градусах мерить. Можно пи пополам. А можно записать, да, как пи пополам в радианах. Это в радианах. И вот, например, если как раз-таки... Ну и давай попробуем. 30 градусов – это сколько?
Это π на треть. Ну, π на 6. Ой, господи, да, я 90 6. делю на... Да, Да, и как раз-таки здесь есть такой главный прикол, что вот синус π на 6, он и примерно и будет равен π на 6. Так. Вот, но это примерно 0,5. Так, ну ладно. Просто пользуемся теперь этой формулкой или этим чудом и подставляем. Получается, в первой ситуации что у нас выходит? n на альфа равен бета. А во второй ситуации h альфа равен h бета. Ну, видишь, все проще стало. Все в разы проще. Подставляем бета сюда и получаем h на альфа. Это будет h большое на бета, это n альфа. Альфа тю-тю, оно нам не нужно. Получаем h маленькое. Так, только... ничего себе, аж маленькая. Извиняюсь, у меня здесь бета была. Я чуть-чуть ошибся. Ага. Здесь я буковки перенес. Так. Потому что h маленький тангенс бета, а я альфа поставил. Ага. А то я думаю, что не А так? я подумала, так легко. Там всего лишь надо 4 на 4,3 умножить. Это 4,3. На самом деле будет сейчас очень легко, да. Просто я перепутал буковки, поэтому было бы не так легко. То есть это сложнее было бы. Так, тангенс бета это кто? Это будет примерно бета. Тангенс альфа это примерно альфа. Вот теперь другое дело. И вот теперь подставляем h на бета, n альфа. H большое на альфа. Все то же самое. Альфа тю-тю. H маленькое это будет h большое, деленное на n. То есть это 4 делим на 4 третьих равно 3. Да, 4 метра на 4 третьих. Получается 3 метра. Это уже истинная развернутая часть ЕГЭ. Прямо Это оттуда. развернутая часть ЕГЭ. Да. Ну, все очень сложно и запутанно, но в принципе все понятно. Ну, если знать все эти законы, если их помнить, тут если только вот один эти закон, все да, и формулы немного геометрии. помнить, то в принципе все понятно. Опять же, все логично. Да, все логично. Ох, божечки, а теперь я такое решать буду? Да, вот теперь будешь решать ты. Но я тебе буду подсказывать, но как минимум все вот эти вот фишки, которые я сейчас продемонстрировал, они тебе уже известны, ты их будешь применять. Ага, хорошо. Вот, так что давай я сейчас все сотру, Давай. и ты будешь решать. Давай. Вот, честно скажу, вот эта, кстати, задача, она впервые тоже возникла на вступительных задачах в МФТИ. 94-96 год. То есть ты мне сейчас рассказывал задачу, которую используют для поступления в МФТИ? Ну, она, да, сейчас просто на ЕГЭ используется, да. А я думаю, что у меня голова болеть начала. Слишком много информации в нее входит. Ну, вроде, ну, просто коротенько. Ведь, согласно, закон Снеллиус написали, потом просто геометрия, и потом математика. Вот ты знаешь, я в школе То есть алгебру 3 случая. любила. Да. Геометрию, самую примитивную, тоже. Но вот, например, стереометрия, все, я выпала. Ой, стереометрию я в жизни тоже Да? не изучал, да. У меня с ней... У меня да. просто, как только надо было вот эти вот все шары, цилиндры представлять, у меня все, я выпадала моментально из процесса. Ну что, теперь перейдем уже к решению задач, где Настя будет решать задачи. Так что давай начнем с задачи N1, то есть Настя номер 1. Настя номер 1! Держи Так. великолепный маркер. Я рисую не так, как Глеб, и пишу не так, как Глеб, и все у меня будет не так аккуратно. Потому что у тебя все будет еще красивее. Нет. Это я могу точно сказать. Так, вот. Пловец, нырнувший с открытыми глазами, рассматривает из-под воды светящийся предмет, находящийся над его головой на высоте 75 сантиметров над поверхностью воды. Какова будет видимая высота предмета над поверхностью воды, показатель преломления воды? Так, значит, у нас есть дано. И в дано у нас есть n. Углы считать малыми. Тангенс альфа равен синус альфа равен альфа. Да, то, что я писал. Так, высота 75 сантиметров. И опять же, нам нужна малая высота. Ну, Да. так. Дальше рисуем рисуночек. Вот у нас есть вода. Здесь у нас есть пловец. О, да. У У него есть там. глазки. Так, над его головой рассматривает из-под воды.
из-под воды это значит, что предмет находится над водой. Да. Где-то здесь у нас светится какой-то предмет, да? Угу. Так, и он находится, Вот сейчас внимательно прочти. находящийся над его головой на высоте 75 сантиметров. То есть Подожди. Дальше дочитай. над поверхностью воды. Да. Вот это Да. расстояние. Да. Вот это у нас... Да. Так. Какова будет видимая высота предмета над поверхностью воды? А мы видим, получается, не вот, как будто бы он там, допустим, ближе, да, или как будто бы дальше, Да. условно. Угу. Так. Ну, То на есть, этом... по сути, как бы задача антагонист к нашей. Да, только с другой стороны. Так, ладно, сейчас, секунду. Значит, Так, нужны маркеры. да, возможно, мне нужны будут маркеры Так. цветные. Вот раз. Так, значит, вот он у нас идет. Это первый лучик, да. Это первый лучик, да. Но он же здесь пойдет, поэтому... Или как? Ну, это вот как бы он падает, Угу. но у нас получается, что мы, может быть, видим не вот этот луч, а какой-то условно еще луч. Правильно же я понимаю? Давай разбираться с каждым лучом в отдельности. Вот ты изобразила первый луч. Скажи мне, какой угол падения этого луча? 0 градусов. Значит, преломленный лучик как пойдет? 0, ну, прямо так Да. же пойдет. Да. Поэтому тот, который в действительности пойдет, давай мы его изобразим. То есть мы изображаем те, которые в действительности проходят лучи. Это перпендикуляр? Да. Это перпендикуляр. Ну вот, я его изобразила. Ну, только целым. В Да. смысле не пунктиром. Да. Все, я поняла. Пунктиром это возможный ход или тот луч, которого еще нет, или его продолжение. Так, хорошо. Значит, у нас есть у нас есть один луч. Мгм. И где-то должен быть еще один. То есть это то, что мы видим... Ну, то есть от него лучи идут в разные стороны. Да, вообще в произвольную. Так, а здесь у нас угодно. воздух, правильно? Да. Здесь у нас 1, а здесь у нас 4/3. Да. Так. Произвольный. Произвольный, допустим, вот так. И, соответственно, вот здесь у нас как раз уже он бы так хотел пойти, Да. но пойдет он не так. Мгм. И здесь у нас получается опять перпендикуляр. Да. Так, давай построим перпендикулярчик. Можно белым цветом. Подожди, перпендикуляр к чему нужно строить? Лучу. Сейчас. Ну, вот он так падает, к нему перпендикуляр строим. Это падающий луч, а мы угол падения. Так, сейчас, значит, да, падаю. Вот к этому. Да. Это же граница раздела. Так, это у нас перпендикуляр почти. Значит, здесь у нас какой-то там условный альфа угол. Дальше преломление. Вот он врезался, и дальше его куда-то там понесет. Здесь у нас больше, чем здесь. Значит, угол будет здесь, да, меньше. Значит, бета будет меньше, чем альфа. Да. А значит, как преломленный лучик пойдет? Секунду. У нас это так, перпендикуляр Да. здесь. Нет. Сейчас. Вот у меня вот с этим... Сделай дополнительный рисуночек, если что. С визуальной То есть всегда составляющей. нужно делать дополнительный рисунок. Так, вот, допустим, это у нас поверхность, вот у нас перпендикуляр, вот у нас падает луч, Мгм. и вот здесь у нас идет преломление. Да. Вот так. Теперь, что у нас здесь есть? У нас есть такая же линия, такой же перпендикуляр, но луч падает вот так, Да. а значит, вот так пойдет. Ага, так, и раз он будет меньше, значит, он пойдет как-то вот так, да? Да. Фух, слава богу. Так, хорошо, значит, у нас есть вот такой еще луч. И здесь у нас, соответственно, будет
бета. Классно, да. Ну, на этом мои полномочия все. Так, ладно, сейчас ладно, он, кстати, не стирается. Да, он не стирается. Все верно. Что нужно стереть? Ну, я хотела поровнее, но ладно, это, наверное, не так важно. Так, все, значит, у нас... Сейчас, дальше я буду вспоминать, что ты там дальше делал. У нас есть H. Что нам выяснить-то надо? Нам надо вот этот H Да, найти. давай думать логически. Это значит... Там нам нужно точку поставить, да? Следующий шаг, нам надо ставить точку. Нам правильно нужно же? найти, где находится изображение. Как Да, находится точно, изображение? точно. Это, значит, у нас есть вот такая линия, и у нас есть вот такая линия. Так, секундочку. Вот такая Наш линия. глаз видит все то, видит продолжение тех лучей, которые попадают ему в глаза. Давай так, какие лучи попадают ему в глаза? Ну, будем считать, что пока что у него глаза огромные. Вот здесь глаз, Да. вот здесь. То есть он вот этот луч видит. Да. И вот этот. Да. Соединяются они вот тут где-то. Так, хорошо, предположим, вот здесь где-то они видят вот этот предмет. Да. И нам нужно выяснить, получается, вот это расстояние. Да. Матерь Божья. Так, хорошо. Значит, так, ну, я криво, конечно, нарисовала. Вот здесь должна быть эта точка. Давай попробуем себе для удобства показать, как мы получили эту точку. Мы соединяли, так, значит, мы соединяли вот это. Вот у нас Да. эта точка. Ну, мне кажется, где-то здесь. Ну, Не суть. В общем, не суть. Значит, так, теперь мне нужен цветной, потому что я начинаю в белом уже теряться. Бери любые, вот это Да, можешь еще взять. вот розовенький такой. Так, значит, у нас есть, получается, вот такой треугольник. И вот такой треугольник. Да. Можешь взять, например, красненький или желтенький. Не-не, я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас сделаю... О, еще лучше. Ну, почти, да. Вот так. И здесь же он получается... Вот так. Соответственно, здесь у нас 90 градусов. Здесь у нас H. Да. Здесь у нас H. Здесь у нас... Так, секунду. Теперь с углами. Ага, теперь с углами. Значит, что у нас там было Последовательно иди. параллельные, да, вот эти вот... Если это параллельные, вот этот угол. Вот этот бета. Так, сейчас что-то там было. Попробуй сделать параллельное. рисуночек, да, дополнительный. Да. То есть давай вот две параллельные прямые и секущая. Секущая это вот розовый. Вот это, да, или секущая будет? Так, значит, секущая, это значит вот этот угол равен вот этому углу, вот этот угол равен вот этому, ну и так далее. И еще вот с этим уголком что? Он равен вот этому. Так, а есть ли связь между этим и этим? Они равны между собой. Да. То есть здесь 1, Да. 1, 1, Да. 1. Все. Так, теперь осталось их на рисунке найти. Значит, вот этот угол. Нет, где вертикаль? Ну, это нормально. Вертикаль. Да, ну, это то же самое, что вертикальная линия, да. Вот она здесь. Да, это угол, значит, между вертикалью. Да. Это значит вот так вот, да? Да, Мгм. да. Вот это у нас альфа. А еще это значит, Что вот это вертикаль. что вот это вертикаль. Сейчас, секунду. Значит, что я здесь вижу? Я здесь вижу вот этот угол. Да. Вот он, альфа. И еще у нас альфа тут, еще у нас альфа тут и альфа тут. Да. Альфа тут это вот это. Нет. Так. Мой совет идти последовательно. Рассмотреть треугольник раз, треугольник два. Да. Посмотри просто на треугольник раз. Стоп. Вот он, альфа. Да. Все. У тебя же вот параллельная, Да, параллельная. да, точно. Я вообще про маленький забыла.
Все хорошо. Так, вот тут у меня уже мозги поплыли. Значит, альфа. Альфа. Вот на этом мы, пожалуй, закончим. Я помню, там было условие, что тангенс альфа Это пока равен... что рано. это пока еще. Так, ладно. Давай я что-то там запишу. Да, ты еще уравнение не написала. Да, так, значит, я помню, что вот этот закон кого-то там... Снеллиуса. Снеллиуса. Ну хорошо, вот так пусть будет. Значит, n1 синус альфа равен n2 синус бета. Отлично. Так, теперь здесь у нас 1. Нет, 1. Ну, посмотри, откуда идет луч куда. Луч идет из 1 сюда, значит, это 1. Да. Значит, синус альфа равен n. Равен 4. Ну, ладно, синус бета. Так, отлично. Альфа я вижу где? Уже за это, кстати, на Олимпиаде тебе поставят уже балл. Вот за это? За рисунок и это? Или просто ну, за по это? 10-бальной шкале уже как минимум за это тебе балл поставят. Фестивальные Может быть, даже класс. 2, на самом деле, потому что это самая важная часть. 2 балла точно ты получила. Класс. Да. Это единственное, что я знаю. Так, значит, у нас есть что-то там про тангенсы было. Сейчас, секунду, я вспоминаю. Значит, у нас есть альфа. Так. Ну у нас нет... так, стоп, а бета это что? Бета это вот этот угол. Попробуй, да, с ним теперь Да, разобраться. теперь его Потому надо что найти. с альфа ты разобралась. Ага. Так, бета здесь. И что мне дает бета? Так, ну там же было еще Смотри. что-то. Это, получается, вертикальная прямая. Так, Она как соотносится с этой прямой? параллельные. Параллельны. Так, а вот эта линия, проходящая через преломленный лучик, это будет секущая. Да. Да, я вот, кстати, я не поняла, что это одна линия, точно. Бета здесь. Это, кстати, да. Что? Я к тому, что как раз-таки здесь главный пример того, что бывает рисунок очень удобно делать большим, Да. чтобы как раз-таки замечать. Да, еще его надо делать цветным. Вот как ребята на ЕГЭ должны это цветным делать. Просто делать большой рисунок на полстранице. Тогда будет все видно. Поэтому я всегда и своих олимпиадников приучаю делать огромный рисунок. Не будьте жадными. Это правильно, да. Потому что, видишь, все теряется. Да, я даже забыла, что вот эта линия у нас это оттуда. Так, значит, у нас, если здесь бета, по параллельным прямым мы же там можем что-то сделать. Сейчас, секунду. Это опять у нас, значит, две параллельные. Попробуй, если что, заново, может быть, сделать этот рисуночек, чтобы было удобнее. Чтобы он шире был? Да. Я вообще надеялась вот на это. На самом деле этого его тоже Этого тебе должно хватит. быть достаточно, Да, по идее. да. Если я сейчас бету найду просто. Так, значит, у нас параллельные эти. Значит, тут у нас идет секущая. Да. Я знаю, что вот это бета, значит, вот это тоже бета. А значит еще? А значит, вот, А здесь что? и вот это бета. Да. Все, вот теперь мне этого рисунка должно хватать. Да. Так, отлично. Значит, и что дальше? Делаем, что можем. Что у нас есть перед глазами? У нас есть всякие альфы, у нас есть вот это вот расстояние, у нас есть тангенс. Так, сейчас, что тангенс – это отношение синуса к косинусу. Ну, еще противолежащего катета к прилежащему. Да. Так проще. Хорошо, тангенс альфа это вот это, назовем это, мы как угодно можем назвать? Да, как хочешь. Пусть будет m, значит, это получается h к m. Противолежащий к прилежащему. m к h. Так, тангенс это m к h. А тангенс бета это m к h. Да, отлично. Так, теперь получается, что тангенс альфа так относится к тангенсу бета, как
А зачем я это сейчас говорю? На самом деле ты можешь делать так, а можешь делать как я, без разницы. А я как-то по-другому пошла, да? Нет, ровно так же. Будем считать. Хорошо, тогда я сейчас сделаю так, как мне в голову пришло. Да, делай, Вот, и там да. как-нибудь это. Как-нибудь оно само решится. Ну, все верно. Относится точно так же. Здесь у нас, получается, будет M удалено, и будет H. Да. Ага, отлично. Так. На самом деле ровно то же самое я и получал. Да? Да. Хорошо. Ну как-то по-другому. Да, я просто получается? M выразил как H тангенс альфа и H маленький тангенс бета. Я посчитал, вдруг тебе будет сложно понять, как я взял такое отношение. Ну видишь, я... Да, это я честно в шоке, это реально очень круто. А еще я знаю, что это получается, что тангенс альфа там умножить на h, по-моему, Да. это то же самое, Да. что тангенс Да. b умножить Класс. на... Так, ладно, значит, тангенс альфа, теперь вспоминаем. У нас тут какие-то были синус альфа, тангенс альфа. И у нас еще и тангенс альфа почти равен синусу альфа, А почему? потому что малые углы. Да, а почему нужны малые углы? Малые углы нужны, потому что у нас глазки маленькие. Так, глазки близко. Потому что вот так вот они у нас не Ну располагаются. да, то есть на самом деле это все вот в Да. такой, получается, плоскости. Так, а если у нас тангенс альфа равен синусу альфа, то мы условно можем... Так, возможно, я сейчас пойду вообще другим путем, можно я попробую? Хорошо? Да, пожалуйста. То это значит, что здесь у нас... Пам-па-бам. Так, Так. синусы бета ушли. N2 равен H каш. Это все нам известны. Значит, получается 4 третьих равен H к 75 сантиметров. 75. Это значит, что H равно 75. Так, сейчас это у нас 4 равно 16 делить на 4. Значит, мы их перемножаем. Умножить на 4 третьих. Да. Это 75 на 3. Это 60, это 25 на 4. Класс. 100 Класс. сантиметров. Да? То есть 1 метр. Бам-бам. Слушай, ну это несложно. Да. Ну ладно, я тупила с рисунком, согласна, но... Но если сделать да, рисунок если сразу делать больше. его большим, и вот помните вот эти вот все штуковины, то есть вот это счастье, там вообще элементарно. Да. Ничего себе, ты крут. Ну и, кстати, заметь, получается, если мы, правда, смотрим из водички, то в действительности, мы будем видеть, что располагается дальше. Очень Ничего интересный себе. момент. А если мы смотрим, наоборот, вниз, Да. то нам кажется, что Да. дно ближе. Магия, Прикольно, да? Тогда вторую задачу. Пока я помню, что ты там рисовал. Поехали ко второй. Ну что, тогда перейдем ко второй задаче, задаче N2, которую Настя сейчас благополучно нам решит. Прочтешь условия или я? Да? Давай. Поверхности воды касается равнобедренная стеклянная призма АБЦ. Луч света, падающий из воздуха под углом фета. Феноль. Феноль. Я очень люблю фету просто. Феноль на грань АС. После прохождения призмы выходит через грань АБ под тем же углом феноль. Чему равен угол преломления Фи1. Показатель преломления воды N0 равно 4 к 3. А почему N0? Ну, его так обозначили. Ну ладно. Угол С при вершине призмы прямой. Величина угла Фи0 неизвестна. Так, погнали. Сейчас рисунок будет нормальный. Давай. Так, здесь у нас дано. Если что, если он перестает писать, ты можешь вот так пожмякать его. Ага. Так, что нам дали? Нам дали вот это. N1 получается 1, да? Тут просто нет Да, такой но у нас же информации. воздух, все-таки у воздуха всегда у нас равняется единица. Хорошо. Это я на всякий случай себе пишу. Так, луч света. И у нас получается, что... Нет, все, других нам не Да. дали, да, данных никаких. Так, а найти мы должны Фи1. Ну, погнали. Так, значит, у нас есть поверхность воды. Это первое.
Здесь у нас вода. Так, дальше. Этой поверхности касается равнобедренная стеклянная призма. Так, прямой угол. Оп. Еще, кстати, по-хорошему бы записать, что у нас АБ равно АС. Ну, можешь это не записывать, в условии сказано. Ладно, так. Не обязательно. Ты это можешь просто пометить на рисунке тем, какие будут углы. Ага. Так, АБС. Здесь у нас прямой угол. Дальше АС равно АБ. Хорошо. Дальше у нас там какой-то луч падает. Да. У нас вот так какой-то луч упал. Угу. И он падает под углом. Значит, нам нужен перпендикуляр. Ну, прям Он такой падает. длинный. Ну, да. Так, и вот он падает, это к перпендикуляру, и это у нас феноль. Феноль, да. Теперь важно, что луч света, падающий из воздуха под углом на грань, АС. Да, ничего страшного. Да, ну пусть будет так, а то я потом запутаюсь. Ага. Падает на грань АС, после прохождения, то есть вот он упал, как-то там отразился, выходит через грань АБ под тем же углом. Так. Попробуем, давай как раз-таки построить теперь ход луча, может быть. Он здесь все-таки показан. Так, но он еще должен теоретически так, а он не так. Он идет у нас... А вот эти вот рисунки, которые ты здесь прорисовала, они тоже даются в задаче? Да, это все к задаче. То есть я могу на них ориентироваться? Да. Уже есть... Это настоящее условие задачи, это то не есть решение. мне, в принципе, не нужно самой придумывать, как он пойдет. Тут же изображено, Да. что он идет вот так. Да. Это упрощает задачу. Я думала, То я есть это прям объяснить так и должна. ждали в условии. Так, хорошо. Значит, получается, что мы должны... Так, и здесь у нас опять перпендикуляр рисуем. Ой. Так. И у нас получается, что... Так, секунду. Хоп. А отразился он под... Преломился. Это преломился. Да, и здесь у нас опять феноль. Да. А φ1 угол преломления. А угол преломления мы отсчитываем от перпендикуляра. То есть вот это φ1. Да. Так, вот это φ1. Это феноль, это феноль, это φ1. Так, рисунок я нарисовала. Дальше я не понимаю, что делать. Так, сейчас. Всегда делаем, что можем. Да, делаем, что можем. А первое, что мы можем, это записать опять этот закон. Каждый раз надо записывать, получается? Да. Он под все задачи с преломлением подходит? Да. Как удобно. Да, я еще говорю, это все закон Снеллиуса, он верен всегда. Да. Так, теперь смотрим. Значит, у нас оттуда это воздух, где 1, это вода. Но Значит, подожди, здесь у тебя лучик куда попадает? Воздух. Вот здесь вот воздух, а это призма. У нас, получается, есть воздух, у нас есть вода и есть призма. Да. А N в призме какая? Не дано. А как мы без этого решим? Раз не дали, а задача имеет решение, значит, от этого ничего не зависит. То есть мне не нужен закон? Не, подожди. Видимо, как-то сократится. То есть, как я тебе говорил, наперед никогда не думай. Делай то, что ты можешь. В чем прикол? Задача, которую тебе дали, она всегда имеет решение. Значит, 100% она решается. Раз здесь это не дано, значит, видимо, как-то оно сократится. Или что-то с ним произойдет. То есть, она уберется, и от него не будет ничего зависеть. Ну, то есть у нас получается, вот здесь у нас 1, Да. вот здесь у нас неизвестно. Давай напишем какая-то буковка N. N. Да. N2 получается. Нет, давай просто N. Чтобы... А. Потому что здесь N0 нам снизу известно, а здесь пусть будет N. Чтобы лишние индексы не делать. Да. Не переживай. Может быть. То есть раз не дали, то, видимо, может быть, что-то произойдет. А логично сделать, что N3 синус, что там рисовать? Альфа, бета, гамма. Вот так. Не, конечно, логично, но
Главное, будет возникать вопрос, Но у Для нас же вот следующего. эти углы равны между собой. равны. Значит, мы, в принципе, можем сказать, что все, что равно для этого треугольника, оно равно и для этого треугольника. Тяжело, не понял. Так, ладно, я сама Давай еще не идем поняла. последовательно. Сначала закон Снеллиуса. Закон Снеллиуса мы записываем для лучей, проходящих через одну границу раздела. Ты сначала выбрала какую границу раздела? Сначала сверху. Вот, граница раздела. Ага. Давай запишем только для этого. Только Что для- делаем? Делаем то, что можем. Хорошо. Значит, здесь получается n синус альфа. Это вот это. Но это фи 0 получается. Да. Ну, тут очень... Ладно, фи 0. Да, просто N зачеркни и можешь заново. n... Так, ладно, да. n синус Опа, фи писать 0 начал. равен n... вот это неизвестное. Синус фи 1. Мгм. Только здесь почему у тебя n? То есть тебя показать- единица, там Да. будет 1. Ну, просто синус синус фи 0 равен n синус фи 1. Да, отлично, только давай хотя бы здесь какой-нибудь индекс обозначим, а то у тебя получилось nn. Хорошо. Да, точно. n да. воздуха, Вот. ну вот или n1, да. Да. Теперь все волшебно, да. То есть вот ты записала первое для этого. Что можно, Да. то и сделали. Теперь мы можем сделать второе. Да, давай для второго попробуем А сделать. если в этом... Щас. Есть, потому что здесь цифра другая. Да. Точно. Это значит, что у нас есть n синус фи 1 равен n 0 синус фи 0. На тему φ1 ты поторопилась, ведь откуда ты сказала, что здесь у тебя φ1? И ты пишешь теперь для этой границы раздела. Так. Ну а тебе известен φ1 здесь, а здесь-то какой угол? Пока ты не знаешь. Ой, Ведь ты же как пишешь для этой... сложно, Не-не-не, ты же да. пишешь для этой границы раздела и для этой. Да. То есть для этой ты уже записала, а теперь пишешь для этой. И здесь ничего про здесь φ1 у тебе не нас написано. Да, точно. Так, сейчас, секунду. Точно. То есть там у нас есть... Сейчас, тут должны быть какие-нибудь параллельные прямые, точно. Не, Так, фи 0. пока не торопись. Пока геометрия рано. Давай сначала запишем то, что можем. Закон Снеллиуса пока запишем. Да, угол неизвестен. Да как-нибудь его назовем и запишем. Главное записать. Тогда мы назовем его альфа. Да, давай. Так, здесь у нас получается синус альфа. Да. То есть пока делаем, что можем. Если что-то неизвестно, вводим какую-то новую переменную. Ага. Вот, молодец. Теперь ты написала 2 закона Снеллиуса. Уже 2 балла или 3 балла из этой задачи ты получила. Класс, можно Класс. на этом все? 3 балла меня устроит. Так, значит, отсюда у нас никаких показателей нет. Здесь у нас есть 4 третьих. И здесь у нас есть еще, что мы можем вот это превратить. Мгм. Делаем это? Ну, раз можем, то делаем. Ну типа, раз можем, то делаем. Да. Хорошо. Всегда Это так значит- задачи решаются. Ладно. Интересная у вас задача, конечно. Это значит, что 4 третьих на n синус фи 1. Класс. n сокращается, и получается, что синус альфа равен 4 третьих на синус фи 1. Класс. Давай обведем это в рамочку, как некоторое такое достойное выражение, которое мы с тобой получили. Достойное завершение работы. Так. Чтобы нам потом это пригодилось. Ага. Так. Хорошо. Давай думать, что нам, получается, нужно теперь найти. И что от нас хотят. Нам-то нужен вот этот. Ага. Значит, нам по-хорошему нужен синус альфа. Мгм. И смотри, получается, все законы, которые мы могли здесь записать с точки зрения физики, мы записали. Потому что еще никакой границы раздела здесь уже нет. Значит, остается что? Геометрия. Ладно. Но здесь не стереометрия, так что ты можешь не переживать. Обычная геометрия. А ты говорила, что тебе нравилась геометрия в школе. До стереометрии. Вот, а здесь нет стереометрии. Мне Это нравилась обычная геометрия вот, 7 класса. которую у меня преподавала Марина Алексеевна.
7, 8, 9 класс. Вот это как раз да, и- это к тому относится, но я уже ничего не помню. Так, ладно, хватит ныть. Значит, мы знаем, что у нас здесь равные Да, стороны. нужно как-то этим пользоваться. Нам же не зря это все-таки сказали. Раз здесь равные стороны, то вот эти углы тоже равны. Класс. Так, Что мне дает без понятия. но- подожди. Ну, что тебе еще известно для этого треугольника? Так, что здесь 90, что здесь, соответственно... Так, стоп. 180 минус 90 это 45. Да. 40. Ну, все, да, точно. Видишь, как классно? Да. Вот. 45 градусов, 45 градусов. Это значит, что... у меня так на рисунке получилось, да, что это похоже на равные углы, да? Да, это на рисунок так у тебя вышло. Ладно. Так, хорошо. Сейчас. А вот теперь, да, нужно чуть-чуть с геометрией повозиться. То есть нам нужно понять вот этот уголочек альфа. Да? Ну, этот уголочек альфа, это условно 90 минус вот эта сторона. Да. Мгм. Верно. Это 90 минус вот эта сторона. Ну, минус этот угол. Посмотри тогда, да, внимательнее на треугольник какой-нибудь здесь. Самый левый, я бы так сказал. Ну, я вот на него и смотрю. Сейчас, у нас получается, что вот этот угол, Так. это 90 минус φ1. Да. Вот этот угол, это 90 минус альфа. Да. И при этом вместе они же должны давать 180 минус 45, правильно? Да. Это я помню. Так, Вот, класс. сейчас я это все быстренько запишу. Значит, у нас есть вот это вот, а как их назвать-то? Это будет альфа-1, это будет φ2, и это будет угол А. Значит, φ2 равен 90 минус φ1, альфа-1 равен 90 минус альфа, Да. и при этом φ2 плюс А1, сейчас 180 минус 45. А можешь это здесь и написать, 180 минус 45. Ну, 180 минус 45. Это равно 135. Да. Так. Ну, то есть получается, что φ2 плюс альфа-1 равно 135 градусов. Да. Так, что у нас есть еще хорошего? Еще вот эти вот были. Ну да, точно, мы же их можем записать, да, это я забыла. Так, минус φ1 плюс... Потому что нам же именно через них все хотелось бы выразить. Ага, плюс 90... так, секунду. 90 минус альфа равно 135. И мы получаем... тут у нас 180, а здесь 135. Так, сейчас. 180 минус φ1 минус альфа равно 135. Это значит, что φ1 плюс альфа равно 180. Ну, мы их сюда перенесли, Да. они поменяли Да. знаки. А это сюда перенесли, и это 45. Да. Да, 45. Класс. Так, это значит, что мы можем вот это подставить сюда. Да. Погнали. Значит, четвертый. Смотри, сразу здесь скажу. Получается, у тебя есть уравнение на связь синусов этих двух углов. Есть связь этих углов. Что нам хотелось бы найти? А нам нужно один из этих углов найти. Да. Значит, мы его и будем выражать. Так, а что у нас там? Синусы к углам. И здесь не работает эта тема, Нет, что малые здесь углы? нет, уже не малые углы. Видишь, 45 там каких-то градусов, Ага, все плохо. Ну да. Сделай, что можешь. То есть попробуй свести уравнение к уравнению относительно только φ1. Так, хорошо. У нас... А тангенсы здесь надо, да, использовать? Нет. Слава богу. Вот давай я так тебе скажу. Пока что твое решение будет зиждиться на решении вот этой системы. Да. То есть все, только- ты на финишной прямой. Да, но я не помню, как синус к φ1 относится. Ничего страшного, ничего страшного. Делай, что можешь пока. Получи уравнение, где у тебя в одном выражении будет только буковка φ1. Сделай так, чтобы в одном выражении было только φ1.
Так, сейчас. Но у нас же не может быть, или может быть, синус 45 минус альфа. Нет, это же не равно ему. Почему? У тебя Равно? раз φ1 равен этому, ты же Да. можешь- это как раз-таки есть синус этого угла. А, Помнишь, у меня как раз-таки было сегодня, я писал, у нас было дельта, выражаемое, как помнишь, бета минус альфа. И я написал, что синус дельта, дельта, точно. это синус было бета минус так, альфа. Я точно. специально это и сегодня не рассказывал. Так, сейчас, секунду. Значит, φ1 равен 45 минус альфа. Да. Значит, синус φ1 равен синусу 45 минус альфа. Да. Значит, синус альфа равен 4 на 3. Единственное, здесь давай мы будем чуть-чуть, может быть, Левее? да, левее уже писать. Давай здесь будем писать. Ага. Потому что уже немножечко не помещается. Ай, током ударила. Это не знаю, накал почему. страстей. Честно тебе скажу, я не знаю, почему меня последние уже 2 месяца очень сильно бьет этим током. Ну, эта доска бьет Ты током. достал эту доску своими рисунками. У меня просто, знаешь, как идет вебинар годового курса ЕГЭ. Он выглядит так, я рассказываю, такой, А что, он электризуется, что ли? я не знаю, я, видимо, электризуюсь Да, как-то. ты, наверное, да, слушай, реально бьет. Так, ладно, какая опасная доска. Так, синус альфа равен 4 третьих на синус φ1, который равен синусу 45 минус альфа. Что хочу сказать, умница, это реально большая молодец, но я сказал, что давай сделаем так, чтобы у нас в одном выражении был только φ1. Да, это было такое. А это значит, что что-то здесь чуть-чуть надо поменять. То есть выражать не φ1 через альфа, а, наверное, наоборот. Хорошо, Вот. давай выражать альфа через φ1. Значит, если мы альфа выражаем через φ1, то это 45 минус φ1. Да? Так, а если мы альфой обозначаем, то у нас Да, все можешь видеть, что туда меняется. просто Да. поставить. Значит, тогда у нас получается синус 45 минус φ1 равен 4 третьих синуса φ1. Так, сейчас, синус 45, по идее, такие должны быть цифры. Да, нам такие известны эти карточки цифры, такие а были. теперь я как раз тебе напомню это выражение, которое я тебе сегодня писал. Синус альфа минус бета. Это что? Это было синус альфа косинус бета минус синус бета косинус альфа. Вот это я Это забыла, единственная, да. наверное, моя главная подсказка будет тебе на сегодня. Хотя я это сегодня как раз и озвучивал. Ну, я Но не уверен, да, запомнила что за один еще, раз да. это не Да, запомнить. хорошо. Это уже вопросы к математике. Поэтому я как физик здесь ни при чем. Так, 45 косинус. Да. φ1 минус синус Просто меняются буковки местами. φ1 косинус 45 равно 4 третьих синус φ1. Давай мы вот эту часть сотрем, а то Давай. мне она нужна. Хорошо. Так, я только быстренько проверю. У нас получается, что φ2 это 90 минус φ1, да, альфа-1 90 минус альфа. Затем φ2 плюс φ1 135. Значит, их сумма, да. Так. Где у меня эта штука? То есть, Так, но синус вот этого 45 косинус Да, мы знаем. 45, мы же знаем, это цифры. да, это вот корень эти. из 2, деленное на 2. И то, и то? Да. Как удобно. Ну, значит... Так, это что значит? Это значит, что корень из 2, деленное на 2, Да. умножить на косинус φ1 минус синус
φ1 умножить... ну блин, его можно было вынести просто. Так, я его сразу вынесу. Значит, это корень... Косинус φ1. Кстати, как я понял, ты потихонечку уже привыкаешь к маркеру, у тебя с каждым разом все лучше и лучше будет почерк. Вот у меня, на самом деле, ровно так же было. Ну, слушай, ты столько пишешь. Так, синус φ1. Корень из 2, наделенный на 2. А корень из 2 это просто корень из 2 же. Да. Ну, пока так уже оставим. То есть, смотри, на самом деле ты получил уравнение относительно φ1. И чтобы тебе решить в данной ситуации, ты просто должна избавиться от двух функций синуса и косинуса. Это математический уже прием, просто подели на косинус. У тебя получится тангенс. То есть у тебя косинус здесь уйдет, будет тангенс. Что? Еще делить. Опять тангенсы эти страшные. Так, здесь я поняла мысль. Синус на косинус у нас получается просто 4/3 тангенс φ1. Это понятно. А здесь мы, если делим на косинус, то у нас получается корень из 2 на 2 минус корень из 2 на 2 на тангенс. Да. У тебя косинус сокращается, будет единица, а здесь тангенс. Минус. Так. Все. Что все? Решать еще надо. Это тебе, может, все. Так, подождите. Мне надо, чтобы тангенс и φ1 были с одной стороны. Я правильно понимаю? Да. Значит, тогда мы это переносим сюда с плюсиком. И у нас получается, что корень из 2 делить на 2 это... Ой, Матерь Божья, они же должны быть еще под одним знаменателем. Ничего страшного, ведь тангенс, он и там, значит, ты, наверное, можешь сделать ровно то же самое, как корень из 2 на 2 ты сделала. Ну да. То есть тангенс условно φ1, а здесь у меня будет 4/3 плюс корень из 2 на 2. Да. Так, чтобы здесь было 6, надо здесь, чтобы было, господи, на 2 здесь 8, 8 шестых, а здесь 3 корня из 2. Да, только 6, да. Так, да, уже более-менее красиво. Да, что-то здесь стало появляться. Так, что-то Мне не стереть? хватает доски, да. Ну, здесь можно Давай. что писать. Ну, давай. Да, можно здесь писать. Так, значит... И что их можешь потихонечку менять. Вот, на. Ага. Я тебе буду расписывать. Так, сейчас, секунду. Так, да, осталась алгебраическая часть. О, а тебе как раз алгебра нравилась. Ну, ты вспомнил, конечно. 8 плюс 3. Теперь мы делим. Да. И получается, что тангенс φ1 должно быть корень из 2 на 2. Делим, это значит умножаем на 6. Ага. 8 плюс 3 корня из 2. Здесь 3. Ага. Давай я достану еще калькулятор, наверное. Где у меня калькулятор? Вот у меня калькулятор. Ты имеешь в виду, чтобы корень из 2 посчитать? Да, чтобы все это вместе уже посчитать. Ну, корень из 2 это 1,4 примерно. Если быть точным, 1,41. Да, мы можем целую дробь с тобой написать. То есть, смотри, у меня получается дробь 3 помноженное на корень из 2. Внизу будет 8 плюс 3 помноженное на корень из 2. Вот, видишь? Ага, это такие калькуляторы Да. на ЕГЭ можно использовать? Да. И что получилось? 0,34. А мы можем так сокращать? Ну да. То есть ты получаешь уже численный ответ. 0,3, только, наверное, 0,35 будет лучше, потому что, видишь, следующая шестерка идет. То есть, получается, в этих задачах не будет однозначного ответа. Кто-то сделает... Или все Не, в должны основном в среднем ответить. просто до сотых округляют. Ага. До сотых, до десятых. Ну, здесь до сотых будет самое оптимальное. Все, ты решил задачу? Нет. Не, потому что Я смотри, в чем прикол. В физике, если от тебя требует угол, это значит, что тебе требуется найти любую тригонометрическую функцию этого угла.
нашла тангенс, это все, ты решила То есть задачу. меня спрашивают φ1, я нахожу тангенс φ1, и этого Да. достаточно. Не, по сути, я могу тебе сказать, к чему это будет равняться. Арктангенс. Так, это будет 0,35. Ну, кстати, будет примерно 0,35. Да? Да. Но если говорить про градусы, примерно 20 градусов. То есть 19,3 градуса. Ага. Но, честно, в физике хватит и этого. Написала Прикольно. И функцию, это всё. будет засчитано. Да, да. Я тебя поздравляю, ты решила задачу. Спасибо. Да, оцени ее сложность. Слушай, ну здесь я бы... Просто в предыдущей задаче, если бы я не запуталась с рисунком, Да. я, возможно, бы даже сама сделала бы. Здесь я бы сама не сделала. Но здесь математика чуть-чуть отягощила. Ну да, наверное. Чуть-чуть математика отягощила, особенно вот этим. То есть, да, вот это единственный момент, который, да. Ну, давай представим, что ты его однозначно знаешь, что его помнишь. Что тогда? Слушай, ну для первого раза сложно. Ну, для первого раза, честно скажу, сложно. То есть, когда ты 15 лет вообще этим не занимался, когда ты забросил вообще физику вот в 8 там, классе, физику я очень быстро забросила. Ладно, математику я до 9 класса знала, да, алгебру с геометрией. То есть, с 9 класса я этим не занималась. И, конечно, мозги скрипят. Но здесь везде есть логика, и ты, в принципе, просто вот ну, не знаю, 2-3 задачи таких решить, и я буду решать сама. Тут понятно. А давай я тебе скажу, откуда эта задача. Откуда? Эта задача была в твой год выпуска. В 2011 году, если я правильно понимаю, или нет? Нет, ты ошибся, я в 2010 году. В 2010, ой. Ну ладно, так. Я почему-то был уверен в 2011, хорошо. Ну и получается... Была в 2011 году на региональном этапе 11 класса. На ВСОЖ? Это Да. задача в СОЖ? Региона. Матерь Божья, какой кошмар. Ты решила регион. Где мои, сколько там, 250? А, нет, это за да. всерос. Ну, не, господи, если я регион решила, я и все остальное решу. Слушай, ну прикольно. Нет, на самом деле, если ты... Это не то же самое, что русский язык. Просто вот в русском языке ты берешь правило, там, условно, задание 12, да, мое любимое. Там есть четкий алгоритм. А потом к этому алгоритму еще вагон исключений и сложных случаев. А тут нет исключений. Да, это ты классно. взял четкий алгоритм, и по этому четкому алгоритму просто сделал. Ну, не сказал бы, что именно четкий алгоритм. Здесь просто как раз, когда ты применяешь вот такой алгоритм. Что знаешь, что делаешь. Ну Всё. да, тоже, кстати, как вариант. Ну и самое главное, правильно применять законы, потому что, как ты видишь, ты сначала неправильно его записала, поэтому могла бы здесь получить ошибку, когда здесь n синус φ1 написала n0 синус φ1. Да. Вот Но на этом это- все и погорают. Но опять же, это... вот смотри, один раз мы с этим столкнулись, Да. один раз ты объяснил, что я неправильно смотрю, да, вот это я смотрю и вот это смотрю. И, в принципе, наверное, в следующий раз я уже вспомню, что я смотрю вот Да? это. Ну, на этом как раз и идет развитие. Я тебя поздравляю, ты, получается, сегодня решила задачу со вступительных олимпиад, со вступительного экзамена на физтех. Первое. Господи. Ну, это то же самое, что сейчас развернутая часть ЕГЭ, то есть ты реальную задачу с ЕГЭ решила. И регион 11 класса. 11, то есть самого последнего класса. Мне кажется, вышло классно. Шахмат моему Да. учителю по физике просто. Я могу. Спасибо. Ну, Пожалуйста. знаешь, если бы у меня такой учитель был по физике, то, возможно, я бы... У меня вообще папа Бауманку уже окончил, и он в свое время грезил тем, чтобы я тоже этим занималась. У меня физика, алгебра, геометрия, 7-8 класс, это были основные предметы. Алгебру, геометрию я нежно любила, а физику я понимала. Но у нас была учительница в школе, которая... у нее была установка, что на 5 может знать только учитель. И она не ставила 5 принципиально вообще никому. То есть я делаю все правильно, она там найдет какой-нибудь... Даже пару раз было без причины. У меня папа приходил в школу, пытался разобраться, что Да. не так, потому что он видит, что я все знаю, что я все решаю. У меня 4. Он к ней подходит, она говорит, ну, слушайте, 5 по физике это только учитель может знать на 5. После этого я решила, ну все, если не 5, то мне это не интересно. Ух ты. Ну, в принципе, да, я, может быть, была бы физиком.
Ну, мне нравятся такие вещи. Мне алгебра, геометрия вот на уровне 9 класса нравится. Ну, это же 8 класс, наверное, больше подходит. А хотя, да, тригонометрия – это 9 класс. Нет, да. вот 7-8... Просто у меня, опять же, в 10 классе учительница поменялась, и она сама не очень хорошо знала математику. И у нее регулярно были ошибки в задачах, и она не могла их объяснить. И она нам говорила, ну, разберитесь дома сами. Ну, а мне, когда говорят, разберитесь дома Это сами, значит ничего. это значит ничего не надо делать. Ровно Да. так же. И вот у меня 7, 8, 9, у меня была потрясающая учительница Марина Алексеевна. Я до сих пор ей посвящаю сочинения, которые пишу. Если там тема учителя, педагога, который вас вдохновил, я ей посвящаю. Вот, так что она была потрясающей, я математику с ней очень любила. А потом... Ну ничего, зато все-таки есть результат, который ты здесь сделала. Ну, это я просто к тому, что вот ты сейчас мне объяснил, и, в принципе, достаточно доходчиво. И вот ты так объяснил, что у меня есть желание это все делать, мне интересно. Мне интересно было сейчас решать. У меня мозги немножко кипят, но мне интересно. Но я бы, Ну, например... регион, конечно же, в качестве второй задачи. Слушай, Немножечко ну, голова просто вот ты же вебинар ведешь там по 6 часов. Ну, да, если говорить олимпиадные, то да, 6. Ну, у меня бы здесь был взрыв мозга. Мы сколько этим занимаемся? Там часа 2 сейчас? Ой, честно, я не знаю. Ну, условно, да, например, точно не больше 2 часов. И мне как бы, ну, блин, может быть, я еще какую-то одну задачу готова решить, но потом у меня все, меня переклинит, я больше не смогу. Но у меня на вебинаре больше по-другому происходит. То есть все-таки здесь мы с тобой вместе решали, и ты здесь решала. И, конечно, когда ты самостоятельно решаешь, у тебя голова начинает кипеть, когда от объема новой информации. Но у меня получается так, я сам все рассказываю в течение 3 либо 6 часов, и там как раз на всей этой красоте. И там ты уже можешь долго удерживать, потому что тебе прям приятно сидеть и понимать. То есть, когда ты сидишь и все понимаешь, то ты готов все больше и больше и больше сидеть. Но Я ты, сам по кстати, себе это заметил. да, когда ты сейчас объяснял... вебинары смотрел, да. А, когда смотрел? Ну, вебинар? когда я вот сейчас Матану изучаю сам, и там ТМВ, я заметил, что когда мне все легко и понятно, я сходу 1,5 часа вообще на изи смотрю. А если становится трудно, что-то не понимаю, все это, я еле-еле эти 1,5 часа посмотрю, это лекция, и я такой, я устал, надо... И так далее. То есть, и правда, когда тебе все понятно в течение всего вещания, тебе хочется и больше, и больше, и больше. Ты получаешь некоторый экстаз от того, что тебе все понятно, что происходит. Да. Поэтому я думаю, что как раз 6 часов можно тогда выдерживать. Не, ну может быть, да, потому что когда ты, например, вот ты у доски стоял и объяснял Да. мне, и когда я, например, что-то даже раньше в голове озвучивала, Да. а ты там рисовала, потом ты это озвучивала, я такая, господи, я это сама объяснила, там еще что-то. Вот, ну, это круто. Я не думала. Я думала, у нас закончится тем, что я скажу так. Это был неудачный опыт, извини, пожалуйста, я ничего не помню. Я что-то помню. Я тоже очень верил, что эту задачу у тебя получится решить. Вот, особенно, когда ты мне показал, что ты можешь делать разные отношения математические, то есть ты спокойно сама сможешь решить уравнение, я был уверен, все, значит, ты решишь. Так, Всё она не хорошо. безнадежна. Да. Вот, ну, конечно, было бы идеально, если бы ты в 2011 году оказалась выпускницей, у тебя получилось регион твоего года. Ой, ну да, ты его ну. решила. Вообще огонь. Ну, я в 10-м... Ну, ничего страшного, там плюс-минус год. Да. Слушай, ну круто. Мне прям очень понравилось. Вот. Так что такой у нас выходит видеоролик. Если хотите второй части, где уже Настя будет решать задачи на закон полного внутреннего отражения, ну, не на закон, а на угол полного внутреннего отражения, то ставьте лайк и вместе с этим пишите в комментариях «Настя, решай». Если вы соберете 150 миллионов лайков, будет вторая часть. Нет, на самом деле, ребят, здесь от себя такая неспланированная реклама, но просто еще раз, если человек 15 лет этим не занимался, к этому не имел никакого отношения, и в лучшем случае таблицу умножения помнил время от времени, и вот Глеб просто за пару часов научил решать такие задачи. Ну и в целом я поняла, как это все работает. Ну, у вас шансов нет ЕГЭ сдать ниже 90... Ниже 100 просто уже нельзя сдавать. Ну ладно, ниже, На да. 110 нужно еще постараться, а вот 100, ну, конечно, Ну да, 100% МФТИ должно там быть. же 310 из 300. Да, ну, на мой да, факультет да, было что? 305, что ли, я не помню. Да ужас. Сумасшедшие вообще люди. Так что действительно
вот этому человеку можно доверить физику. Спасибо. Так что, если что, курсы будут в описании. Вместе с этим курсы на Настю, на великолепный русский язык у нее на курсе. Но с русским языком так не пойдет. Там пойдет, вот вам схема, как это все делать, а теперь еще миллион исключений. Так что, да. Но все-таки с ней научитесь писать грамотно сочинения. Ой, это вообще и моя любимая. на спокойке решать любую тестовую часть в ЕГЭ. Так что обязательно залетайте по ссылочке в описании. Ну и ко мне залетайте, если вы хотите круто шарить за физику, понимать ее и при этом кайфовать от этих физических задач. Так что всем пока. Счастья, мира, добра, любви. Спасибо, Настя, тебе. И тебе спасибо. И когда выйдет выпуск? Не знаю. А. Ну, когда-то в течение, наверное, 2 недель. Или до нового... И с наступающим Новым годом, или уже наступившим, когда вы его смотрите. Ура! С Новым годом или с наступившим. Пока. Пока.